Здрасте. Всем привет. 62-я серия. 62-я серия, в которой мы наконец-то пойдем по сюжету. А именно сюжет Инадзумы. Такой долгожданный. Я уже телепортировался. Отправляйтесь в указанное место, чтобы встретиться с Тепеем. Не понял? Приняв приглашение Сагономии Какоми, вы решаете посетить святилище Сагономии, штаб армии сопротивления. Вот, туда и пойдем. Кусь, здрасте. Здрасте. Конничева. Конничева. Коштан-тан, спасибо. Так, я не думаю, что кто-то обидится, если мы сразу же пойдем выполнять квесты. Вот, поэтому мы так и сделаем. Я думаю, тут еще будут разговоры, вот это все. Всем привет, делишки нормально, как твои? О, приветствую, путешественница! Назначенный ее превосходительным Сангономии день настал. Нам пора в путь. Ты готова? Сперва мы с тобой отправимся в лагерь на Ватацуми, а потом уже к госпоже Сагономии. Если будет донимать морская болезнь, говори сразу, но, насколько мне известно, тебе довелось поплавать флотом Южного Креста, так что с тобой все должно быть в порядке. Приготовимся! Поднять паруса! Борис, привет! Натали, привет! Хорошо, сегодня дома осталось, на улице ужасно холодно. Вообще погода у нас тоже отвратительная. Ну как, прикольно, конечно, что снег прошел красиво, но на улицу неохота выходить. Тут дырочка. Нет! Застрял в дырочку и поплатился. Капец. Дырочки убивают, кто бы знал. У нас сегодня было минус 24. Отвратительный чат. Так, куда идем? Куда идем? Серьезно? Самому плыть? Ну, давайте покачать включим, потому что это как будто бы далеко. Нойзи Факс говорит, это где было минус 24. Она, насколько я помню, в Астане. Капец. Костил говорит, завтра утром минус 27 аров, мне зея в учебу пешком, это года. Соболезную. Алхимик говорит, привет. В пятницу передают минус 20. Ё-моё. Костиль, привет. Алхимик, привет. У-у-у. А это что такое? Риви говорит, добрый ветер. Добрый ветер. Ничего. Нойзи Факс говорит, на Астану пофиг. Какая разница, сколько градусов на другом конце страны? В смысле пофиг, Лидис осуждаю. Говорит, всем приветики. Привет. Епрлай говорит, привет. Привет, привет. Ли говорит, Риви Кусь, любимая Ред Харт. Я все правильно делаю, как будто бы Ли очень говорит, далеко. леди, за приветики. Костил говорит, будет коп. Нет, типа нет. Говорит, привет, я выбил Кларинду. Поздравляю. Риви, Рис спасибо за говорит, подарочек. здравов. Привет. Риви говорит, ли подчеркивание, приветик солнце. А тут Эшли есть... говорит, в смысле, меня он YouTube не далеко. пропустил. Ну, потому Епрлай что... говорит, как человек, который сейчас в Астане осуждаю. Ну, осудите его, Натали Феллови конечно. говорит правильно. Нойзи Факс говорит, всем привет. Ой, я на мель сел. О, беда. Ли Спасите. говорит, можете меня называть термометром. Бета Ник Фреми говорит, признавайтесь, кто уже крутил Арликина или Кларинду. Кстати, по поводу круток, Назар я вам Уайти сейчас скажу говорит, кое-что. крутки будут. Да блин, да будут, Мастер будут. Шляпка говорит, the ruins Так, was мини-игра shop будет. that put to see the name of the ship was the Billy Оути. Лидис говорит, как дела? А там нигде нет Как настроение? корабля? Не будет? Риви Блин. говорит, все застрял. Нойзи Факс говорит, а теперь понятно. Тебе, наверное, Кирару жаловалась на 24 градуса. Эшли говорит, Буб, В смысле? смотрела вот запись стрима Майна, прослезилась. Да блин. Тогда ты лесу еще не знал и назвал Или меня ха-ха. Алхимик говорит, кстати, я Арликина выбил с 70 Ехай! куртки. Так, Риви это говорит, стрелять. не дальше пешком. Тоже стрелять.
Серьезно? Уолком говорит привет, как дела, Тенры, у меня для тебя Ладно. целая история. Привет. Какая? Мастер Шляпка говорит Абак. Нашел, английский не озвучивает нормально. Назар Уайти говорит, мне не выпало Орле. Селена Леп говорит, Тенра, привет. Привет. Так вот, я Эндрюс что говорит, думаю? всем вечерочка. Я думаю, Эндрюс, привет. Усер Я буду говорит, крутить Тенра, ее. мне привет. Шэньхэ. Селена Привет. Леп говорит, выбила Орленкина с Что? 74 Я как будто бы не сильно хочу ее, Максим Чиговский но я говорит, хочу Тенра. ее. Эшли Вот говорит, её. Буб, где мой? Ола. Универсия говорит, до слободы доеду. Данияр Шеймарденаов говорит, привет. Привет. Крутки, наверное, будешь пока что копить, да, чтобы за один раз сделать все крутки. Да. Уолком говорит, в общем, ты же знаешь, что всем суждено любить девочек. Не понял. Нойзи Факс говорит, что Тенра будешь проставляться на 1000 подписчиков. Звездочка. Ой, Хитрая до этого еще, да, улыбка, жить звездочка. надо. Костил говорит, я вот думаю, нужна ли мне Орле, если есть Футао. Нойзи Факс говорит, зачем тебе Шенхи? Я не знаю. А Ли зачем говорит, мне у меня ноги Арлекина? крутит на погоду. Как только температура резко опускается, я желаю оторвать свои ноги. Эшли Соболезную. говорит, Буб, дай. Буб тебе? Декой говорит, Шеньхэ не было почти 2-го года. Вот. Усер говорит, Шеньхэ не лучше дамагер, могу тебе сказать. Эндрюс говорит, ой, лучше не стоит. Этот баннер скам, Сеня уже многие уйдились. Лучше Арли крути. Серьезно? Мэйди говорит, Что такая такое? прикольная музыка. Что это? Куда? Что происходит? Лидия Я не говорит, управляю. Мяу Тенра, как дела? Привет. Максим Чиговский говорит, когда будет проверка заявок на администратором. Я об этом Рис сообщу. говорит, да Шеньхэ имбо. Это же сейчас стрим не Аня про Мика то. говорит, сдрям сне. Здрям с ним. Декой говорит, Шеньхэ саппорт. Нойзи Факс говорит, Что это опять было? твой вайфу гейминг. Шенхи узконаправленный сап под 3 ДД в игре. Эшли Как я говорит, это сделал? «Бог мой, дай». Вот. Я ждал Бета Ник тебя. Фреми говорит, я все еще коплю гемы, думаю, Арлики накрутить. Натали Фелови говорит, Шеня будет лежать в кармане, играть ее ни с кем. Да не то, Епрылай чтобы говорит, мне крути, прям как душа надо. пожелает. Эшли говорит, фу, Как я это всё. делаю? Ли говорит, всем Буб, ютапчик, смайл, улыбка. Как я это Нойзи делаю, Факс чат? говорит, тебе нужно топить до Фурины или Навии. Будь мужчиной. Я не могу. Закрой свой кошелек и карту. Риви говорит, это нормально, это тип портала. Ну, я понял, Назар как он Уайти работает. говорит, Почему теперь не Арли работает? сильнейший ДД. Усер говорит, дикий Блэк Харт, да и то только под Ганьюй. Эндрюс говорит, Шеньхи очень узкоспециализированный саппорт подает. Я сейчас туда Натали полечу. Фелови говорит, а Кларинду не тестил? Не, Она я с еще ничего не Нахидой делал. хороша. Нет, Нойзи Факс говорит, привет, Анна. Копия говорит, нет. как быстро нафармить гемы на 34 ранги. Я не знаю. Ну, Максим проходить Чиговский квесты, как говорит, всегда. да я понимаю, что стрим другой. Я работаю и нету времени зайти. Я сделаю анонс, Кирилл когда говорит, Канбамба. Ужасные что-то дороги будет сейчас. известно. Поэтому можешь Эшли не говорит, переживать. ха-ха-ха. Я не знала, что ты дал мне ахахахахах. Декой говорит, бомб я подаяку использую. Риви говорит, нужно порталы лицом к лицу ставить. Да я уже понял, но как будто Мастер бы он в Шляпка ту сторону говорит, не надо, хочет чтобы брата ставиться. друг на друга смотрели. Ну, не Эшли хочет он. говорит, Мика Ли, приветики, буб вам. Эндрюс говорит, Арли же сейчас одна из трио лучших пиродомагеров наряду с Мавуикой и Хута. Мы же вот Киру приехали говорит, здравия уже. желаю всему ютубчику. С ночным Ладно. сло говорит горячий смех. Данияр Шеймарденауф говорит, эти телепорты работают только парами. Я понял. Ли говорит, буб всем смайл улыбка. Блин, Нойзи что-то я Факс не говорит, подумал. Эндрюс не ток подаяку, Мне еще надо под это- Ганью и часку. Взять попить. Натали Давайте Фелови вы пока на говорит, Камаки поворачиваешь дверь, посмотрите. чтобы свечение появилось Вот и так вот. входишь. Чтобы у вас общение печенье Аня Мика было. говорит, Я Фокси быстренько Кукуси. себе попить возьму и вернусь. Аня Мика говорит, Эшли Буб. Бета Ник Фреми говорит, я раньше крутил Арликина в 4.6, которая мне не выпала, не знаю, выпадет ли она мне. Ли говорит, Фокся, Буб. Мастер Шляпка говорит, Тенра играет в волейбол за теории. FLUI говорит, всем приветик и шличка, Буб.
Максим Чиговский говорит хорошо, спасибо большое. Эшли говорит Мика чмок-чмок. Декай говорит я Натлан зачистил весь с учетом прокачки круга тона 8 гемов. Эшли говорит доча Буб. Так, я здесь. Эшли говорит я вот скипаю, коплю на я и Мика. Ой, чат, вы такие Аня Мика активные, говорит, вообще Тенра невозможно. чисто флексит, по портам шарится. Ну, я не виноват. FLUI говорит как дела, матушка. А, Кэрри рыбка. говорит привет-привет. Кто любит рыбку? Ли говорит отец, Привет, что привет. пить будем. Сали говорит я Кларида пепси сейчас хорошая пью. для 37 ранга. Эшли говорит ой, дела хорошего, вот думаю, когда еще у Тенры получится лис стырить. Каких Нойзи лис? Факс говорит да чатик Тенра нубас, и это не лечится, это уже состояние души. В Смотрим, смысле? как он крутит все подряд и терпим, больше нам ничего не остается. Тоже верно. Максим Чиговский говорит хорошо, спасибо большое тебе. Да, я слышал, я Лиз слышал. говорит, Давай. стоит выбивать лань-янь. Назар у IT говорит, у меня один стример забрал удачу, это не ты. Костил говорит, буду Всё. играть в гашню и смотреть тебя. Давай, хорошей игры. FLUI говорит, ха-ха, стырить можно всегда. Все, все. Возьми подарочную на выбор. Кстати, да, я вот сюда зашел, да? Вот, я вот тут взял одну крутку. И... так. С 1 февраля получите 5 писем. Сегодня кто? Сегодня 22 января. Тестовый забег. Ну это мы потом сделаем. Ой, прикольно. Прикольно. Блин, я не знаю. Смотрите, по поводу... кто она? Арлекина. Она вроде прикольная, но как будто вот эту тоже хочется. Где? Вот эту. Шэньхэ. Тем более мы за нее квест проходили прикольный. Тяжко. Ладно, давайте. Большой праздничный ивент будет. Это фонари, которые... Это тренировочный лагерь нашего войска на Ватацуме. Большинство бойцов сопротивления уроженцы этого острова. Некоторые из них воевали с Сигунатом в Татарасуне, другие остались на Ватацуме защищать мирных жителей. Тэпэй, ты тоже проходил здесь обучение? Ага, к сожалению, инструктор не дал мне добро, и мне пришлось отправляться на войну в Татарасуну. По первому времени я только помогал в тылу. Пока я стою здесь, если я вам понадоблюсь, просто приходите сюда. А если вдруг меня не будет, оставьте на стене записку. Когда я ее увижу, то пойду искать вас. Нормальное средство коммуникации. Уже почти время, которое назначила госпожа Саганамия. Я до сих пор, мне кажется, что Сагономия я читаю неправильно. В следующий раз я покажу вам остров, а сейчас за мной, госпожа Саганамии. Ну, пойдем. Пойдем, госпожа Саганамии. Значит, Саганамии называют место, где живет Саганамия Кокоми. Пойдем посмотрим. Пойдем посмотрим. Так, куда идти? Электрокол вижу, но как будто бы не вижу. О, вижу. Это прям легенький, не надо никуда лазить. Я предполагаю, секунду, что нам надо сначала зайти вот сюда. Чтобы было комфортнее, чтобы у нас была открыта карта. А еще у нас очень важная цель. Блин, это наверх. Ладно, пойдемте пока по квесту. Так вот. Нужно открыть, чтобы появилась репутация в Инадзуме. Потому что мы прошли всю репутацию в Манштате, в Лиюэ. И нам нужно делать уже вот эту репутацию. Она как будто бы не делается, беда. Так, Тенра, привет, привет. Электрокон не вижу, контент. Куда ты смотрел, алло? Так.
Конечно, не видишь электронику, там много другое отвлекает. Да вы что, куда вы? Ой, чат, какой вы испорченный чат у меня. Все смотрят непонятно куда. Как так можно? Ужас. А минус у Шэньхэ в том, что она очень узкоспециализированный перс, который дает бафы Криу дамагеру. Без Криу дамагера она будет только пылиться. Окей. Окей. Значит, нам нужен Криу дамагер. Все просто. В любом случае, нет ничего важнее провианта и фуража. Фуража? У нас нет права на ошибку. Теперь, когда конфликт между нами и Сёгуном обостряется изо дня в день, нам необходимо обеспечить надежный тыл. Верно, я что-нибудь придумаю. Ничего, у нас еще остается прошлая партия припасов. Я работаю над расширением наших рядов. Когда не доставало рук, вам пришлось тяжело. В будущем ситуация улучшится. Решением рядов отлично. Расширением рядов отлично. Я не знаю, кто нас поддерживает в этот раз, но они сильно помогли нам. Ой. Это же Тэпэй. Ты когда вернулся на Ватацуми? А это... Это гости госпожи Саганамии. Мне поручили привести путешественницу на Ватацуми. Вот как. Это не тот ли это поразительный, смелый, меткий и выносливый новобранец наших войск? Это откуда у вас такие слухи? Они приехали издалека по важным делам. Не стану больше тебя отвлекать. Будет время, приходи ко мне, посидим. Госпожа Сангономия, с вашего позволения. Давай. Госпожа Сангономия, только что Акуба упомянул о некой поддержке. О чем это он? Недавно я получила записку с предложением помощи в борьбе в Ватацуми, а еще пришла крупная партия припасов. Благодаря этому мы можем вздохнуть свободно и набрать больше солдат, чтобы дать бой Сёгуну на передовой. А можно ли этому человеку доверять? У меня остаются некоторые сомнения, но Ватацуми остров небогатый, и эта помощь пришлась бы как нельзя кстати. Их требования вполне разумные. Они лишь хотят, чтобы мы делали все возможное в сражении с Сёгунатом. Какие бы цели у них не были, в этом наши интересы совпадают. Поэтому для меня союзник, который хочет остаться в тени. Нам, конечно же, следует быть осторожнее, и обо всем странном прошу тут же докладывать мне. Госпожа Сангономия, а станет ли лучше на передовой с едой? Пару дней назад ребята из полевого госпиталя попросили жареного мяса. Не переживай, я уже обо всем позаботилась. Будет им жареное мясо, но только ни капли спиртного. Прекрасно! Я признательна вам. С тех пор, как объявили охоту на глаза Бога, и мы восстали, у солдат в рационе не было почти никакого разнообразия. Блин, они так круто живут на самом деле. Позже я обсужу это с тыловиками, чтобы по этой части были изменения. Однако наши припасы все еще ограничены. Надеюсь, вы продержитесь до победы. Когда закончится охота на глаз Бога? На этот вопрос у меня нет ответа. Одно существование такого указа обескураживает. Будь то комиссия Тенрё или Сёгун, их мотивы непостижимы. Кьюкамбер, спасибо за подарочек. Сейчас, секунду. Комиссия Тенрё вдруг выступила в поддержку охоты, а Сёгун, кажется, решила просто закрыть глаза на войну, которая вызвал этот указ. Пока эти вещи остаются загадкой, охота на глаза Бога будет продолжаться. Я могу лишь заверить вас, пока указ в силе, мы оружие не сложим. Спасибо за подписку. Путешественница, я хотела бы уточнить вот что. Теперь, когда тебе известно о положении Ватацуми и сопротивлении, не передумала ли ты сражаться на нашей стороне? У меня этого и в мыслях не было. Ли, спасибо за подарочек. Хорошо. Итак, я назначаю тебя командиром отрядом специального назначения Рыба-Меч 2.
Рыба-меч 2! Неужели этот самый спецотряд Рыба-меч? Насколько я понимаю, туда очень трудно попасть, не говоря уже о том, чтобы стать его командиром. Вот это да! Это назначение нарушает установленные правила, но я верю, что с твоей мудростью, храбростью и силой ты поведешь отряд к победе. Класс! Когда мы вступаем в должность? Сейчас отряд находится в долине юго-западной части острова и ждет приказов. Недавно бродячие самураи начали устраивать беспорядки, и спецотряд был послан обезопасить тыл. Письмо о назначении я уже написала. Просто покажи его отряду. Прошу вас вместе взяться за этих бродячих самураев. Члены спецотряда — элитные бойцы Вацутами. Они несколько заносчивые, но я уверена, что ты сможешь завоевать их доверие. А как же я, госпожа Сагатамия? Будут ли приказы для меня? Я тоже хочу быть полезным для сопротивления. Конечно же будут, но чуть позже. Служусь Сагатамии. Путешественница, ты стала командиром Рыба-меча 2, но и я сам не промах. Ладненько, только будь осторожен, не лезь на рожон. Ну что, путешественница, в путь! Так, что происходит в чате? Смерч, привет. Все нормально, сам как? Так, опять срач начался, ну понятно. ДД, крути Арлекина. Окей. Неко, привет! Ладно. Ладно. Опять же, электроколы я, наверное, соберу попозже. Я думаю, мы сюда еще в любом случае вернемся. А сильно пока летать здесь неохота. Но я хочу открыть карту. Нам как будто бы в ту сторону. И нам как будто бы даже не вверх. Ну вот это беда. Ладно, пойдемте по квестам, я вас пока включу. Привет, оценишь Арли? Привет, не могу оценить, я сам новичок. А мне вниз или вверх? Как можно подняться туда? Что такое? Нека говорит, там новый баннер. Я знаю. Это я Артём знаю. говорит, новичок Стяри. Да. А что, теория не для новичков? Я могу вон туда... О, кстати, электрокул. Назар Уайти говорит, когда будешь проходить тестовый забег. Ой, не на этом стримчике, ну хорош. Эндрюс говорит, я хазе. У меня статы, у нее каша /ку /хп 61% /282%. Ой, да мы сейчас туда заберемся. 395.00 выносит вскленную и так. Так, сейчас. Все. Бум. Ну все. На самом деле, очень важно открыть карту, потому что неудобно, некомфортно. Мне не нравится. А еще, кстати, нужно ГГ резонировать. Да? Да. Так. Но у меня 40.0 /90% /200%, но не без сигны. Ой, надо же ГГ прям в руки взять. На выходных идти стричься. Ваши ставки коротко, на лысо или оставлю длину. Оставь длину. Дани Ярший Марденауф говорит, кручу консты для Арли, если не выпадет, надеюсь, что хотя бы на следующем патче сумею получить консты для Фурины. Ну, удачи тебе в этом деле. Так. Так, погнали. Блин, у меня же еще и мир. Мне нужно пройти возвышение мира. Смерч говорит, у меня норм, я выбил Арликина Ян Лань Розария, Сигна Арликина Фишель выбил брат. О, ну поздравляю. Эндрюс говорит, Сигна ей ППЦ дает бустов, там так, до ладно. 80 к хп бустится временами. Спасибо за подписку. Говорит, а может я тебя косплею? Бороды не только надо. не хватает, не надо. голос похож, лысенький буду. Не надо. Временный командир.
Ты стала быть новый командир отряда Рыба-Меч-2. Госпожа Сангономия уже нам сказала. Мы о тебе наслышаны, и письмо о назначении в порядке. Только что-то я сомневаюсь. А? В чем дело? Короче говоря, тебе нужно доказать, что ты сможешь повести нас. То есть... Обычно это определяет дуэль. На этот раз я придумал кое-что поинтересней. Мы расположились здесь... мы расположились здесь, потому что округи скрывают бродячие самураи. Если ты сможешь справиться с ними, больше вопросов к тебе не будет. А вы не хотите поработать тоже, нет? Покажем им, из чего мы сделаны. Они просто скинули свою работу на нас, серьезно. Пиромама, здравствуйте. Пиромама? Это не Мавыка, случайно. На следующем, надеюсь, Фурина C3 забрать. Здрасте, Тенрапонка, здрасте. Ну, пойдемте бить самураев. Нас, конечно, как всегда, используют грязно. Ну ладно, чё уж. Самураи. Я не виноват. Мне сказали, я пришел. Бум. Бум. Ну, вот примерно так они все и поняли. Тенра, что? Мне с пятой круткой выпало Шэньхэ, поздравляю. Что же, кажется, ты можешь постоять за себя. Слухи преувеличены, но ты очень хороша. В смысле преувеличены? Позвольте мне представиться, меня зовут Катоку, и я исполняю обязанности командира отряда. А это Йошихара, Йошихиса, один из наших ветеранов. Я официально передаю тебе должность командира Рыба-Меч-2. Ожидает приказов. Еще остались бродячие самураи. Они развернули свою деятельность в двух областях. Это была одна из них, но благодаря тебе здесь теперь безопасно. Их последнее укрепление остается на побережье восточной части острова. К тому же, тамошние самураи сильные, и их больше. Пойдем посмотрим. Точно! Пока Вацутами сражается с Сёгунатом, нельзя позволить этому отребью хулиганить по нашим тылам. Пойдем. Ты по сюжетке идешь? Да, я иду по сюжетке. Рыба-Меч-2. Это штука, где можно летать? Здесь нужен электрокол, чтобы летать. Ну, не... Как он называется? Блин, мне отряд надо менять, серьезно? Ой, не туда. Вот это Инадзума очень неудобное, потому что тут очень много завязано. Почему-то мне кажется, что больше, чем в других островах, именно стихийные вещи вот такие. Где еще? Кто еще? Кто еще? Данияр Шеймарденауф, говорит Нахида. Мика, Фишель тогда уж. Кто? Онка говорит, бездны будешь проходить. Пока нет. Еще? Вы что, издеваетесь? У меня что, игра будет? Они тухнут. Все окей. Угу, все вижу. Так. А вот это нужен электрогранул, или как он называется? Он внизу, я его видел. Вот эта штука. Нойзи Факс говорит, а еще в Инадзуме появляются побочные квесты на часов 8, зато интересные. А не принеси слэш, подай слэш, не мешай. Это хорошо. Ай-яй-яй. Не идется. Здесь какая-то странная метка. Интересно, кто ее оставил. А я не могу ее взять. Ну ладно. Я не буду распыляться. Пойдемте по квестам. А то будете потом опять кричать на меня. Чат злодеев. Так. Нойзи Факс говорит, ты уже один взял такой, с линзой и святилищами.
Я Эндрис не говорит помню. да. Один такой квестик появится Ого, после прохождения сложный главной механизм, сюжетки. но он не остановит тебя, не Нека так ли? говорит, у тебя вся карта открыта. Нет, ты что? Эльфа Страница... говорит, Давайте я что это ты пока тоже не буду наговариваешь на трогать, мы хорошкиня. потом... Да, конечно. Мы это пройдем потом на стриме несюжетном. Керлиф говорит, в Инадзуме экономия отдельная лока по типу разлома. Так, все. Как же их много! И это не все. У них в округе еще 2 лагеря. Если нападем на один, другие будут доставлять нам неприятности, прибегут своих поддержать или помогут отступать. Тогда нападем на них одновременно. Спасибо за подписку. Но тогда ты окажешься в опасности. Если мы разделимся, не останется никого, чтобы прикрыть тебя. Не страшно. Правильно. Путешественница таких недомерков ест на завтрак. Хорошо. Тогда нападем на них в одно и то же время. А как закончим, встретимся. Давай. Закончил оформлять винишку чайника. Ой, значит, мы потом к Мике зайдем, посмотрим. Пацаны. Это вся вот эта проблема, вот это серьезно? Все? Еще пацаны, смотри-ка. Блин! Не то, это не та. Ё-моё. Опять же, все. Кажется, справились. Путешественница, ты не ранена? Я в порядке. Отлично. Интересно, как там дела у Катоку и Йошихисы? Сходим к ним? Командир! Командир, остальные 2 лагеря зачищены. Теперь тыл Вацудами в безопасности. Замечательно! И с Ронинами справились, и доверие завоевали. Что дальше делаем? Спросим у Кокоми. Наконец-то с ними покончено. Мне эти бродячие самураи так надоели. Катоку все не давал расправиться с ними. С чего? Без командира нам с ними было не совладать. Я заботился о безопасности отряда, ясно? Признай, ты просто струсил. Эй, не ссорьтесь. Тоже мне, путешественница, пойдем и доложим Кокоми. Вы чё, пацаны? Пацаны ругаются. Ладно. Кокоми, мать, у тебя там пацаны ругаются. Путешественница, как тебе в новой должности? Все отлично. Катока и остальные, наверное, проверяли тебя на прочность. Человеку твоих способностей это наверняка было плевым делом. А твое возвращение означает, что с бродячими самураями на Вацудами покончено, не так ли? А то! Мы им задали знатную трепку. Вот и славно. Теперь лишь нужно открыть Окубо. Проследил и не дал им устраивать беспорядки вновь. Благодарю. Заслуги должны награждаться, поэтому ты получишь награду за свой труд. Думаю, для повышения еще рановато, но я могу повысить твое жалование. А куда девался Тэпэй? Я отправил его на задание. Он участвует во внезапном нападении на флот Сёгуната. Он захотел быть на передовой, и я уважила его пожелания. Говоря о задании, Тенра, у меня для тебя будет особое задание. Какое? Особое задание? Верно. Между Вацудами и Татарасуной находятся руины, связанные с павшим в войнах архонтов божеством. Там несколько островков, которые используют для переработки припасов. Но недавно припасы без видимых причин начали пропадать.
Солдаты сопротивления, никаких признаков угрозы не обнаружили. Я хочу поручить тебе разобраться, в чем дело. Это не срочно, поэтому спешить не надо. За эти несколько дней ты могла бы ознакомиться с войском или осмотреть остров. А когда ТП вернется, выбери погожий день и отправляйтесь. С ТП точно все будет в порядке. Он постоянно, очертя голову, бросается в бой. Пайман за него беспокоится. Почему бы нам не пойти в тренировочный лагерь и не подождать его там? Ну, пойдем. Что было? Давно не виделись, путешественница. Как дела? Поладили с ребятами из Рыба-Меч 2? Еще как поладили. Позволь рассказать тебе, как командовать солдатами. Им нужно повысить содержание и вести вознаграждение. Еще важно, чтобы они соблюдали дисциплину. Так, как там дальше было? Ого, ТП, откуда ты узнал об этом? Из одного романа издательского дома Яи. Это было так давно. Мне тогда пришлось подкупить друга с помощью Данга, чтобы он разрешил мне прочесть ту книгу. Ты действительно собираешься руководствоваться романом в управлении войск? Таких ведь называют кабинетными вояками. Не стоит меня недооценивать. Теперь я, как и вы, изучаю способы управления войском. Значит ли это? Верно! За выдающиеся заслуги в недавней морской битве меня тоже повысили до командира спецотряда. Это новый отряд, который называется Селедка-1. Круто, да? Я разговаривал с ее превосходительством, и она сказала, что наша форма уже шьется. Заберем ее, когда она будет готова. Мне не терпится надеть ее. Как же классно мы будем выглядеть. Все идет так хорошо. Наш загадочный благодетель здорово выручил нас припасами. А будет ли эта форма для Пайман? Разумеется, ты ведь член сопротивления Вацутами. Здорово! Командир, пришел новый приказ. Хорошо, я сейчас, путешественница, мне пора, увидимся. Смотри, путешественница, с каким успехом я скоро обойду и тебя с таким успехом. Размечтался. Я бы так не сказал. Сейчас я в своей лучшей форме. Настало время подвигов и почестей. Давай. Ты смотри, чтобы тебя опять ногами не побили там. Удивительно, что ТП стал командиром отряда. Должно быть, он много для этого трудился. Сначала передохнем, а потом отправимся к руинам войны архонтов. Окей. Просто на рыбный магазин, да не говори. Адекватную кооперативную группу, куда название отрядов. Рыба-селедка, что за... вот так вот. Отряд селедка. Честно говоря, отряд селедка звучит как, не знаю, как будто она уже померла. Так, нам куда? Нам вон туда, как будто бы. Я телепорт хочу открыть. Так. Пайман с мужским голосом звучит идеально. Конечно, идеально. Ой, не то. Ты видела, как я в Телеграме, когда розыгрыши делаю, Лун? Я же Пайман там озвучиваю, Эндрюс и она прям идеальная. Какомиш сама как селедка, не. Дани Ярши Марденауф говорит селедка под шубой. Ага. Норм название для отряда. Керлит говорит, кто называл, так и называется. Поехали. Нека говорит, да видела. Ну вот. А ты куда? Призрак. Нека говорит Эндрюс, она больше русалочка, а не селедка Смайлсон. Так, я наверх сразу заберусь, потому что призрак меня булит сейчас будет. Эшли говорит, тогда уж селедка под лисьей губкой, ахахаха. Так, И как говорит, понимать? сегодня был у меня тяжелый день, а у вас какой Ты день куда? был? Ой, Да, пропистон пес. говорит, а где отряд Ой, Карась Трёха? пес. Нойзи Факс говорит, Эндрюс, понятно. Где? Я думала, Оя. Эндрюс говорит, Килька несчастная,
Ахах. Ты меня булишь, да, призрак? Не понял. А, вон он. Пацаны, вообще не за вами пришел. Вот серьезно. Говорит Норма. О, Замерший Марденаул, отстаньте. говорит Тенра. Ты знаешь название отряда Сукакамон? Нет. Епрлай говорит, самое бесячее в призраках на секунду их из вида выпустить и забыть потом, где они. Да. Аня Мика говорит, фея-блудница. И говорит, лучше пойду на ютубчик. Давай. Так, все, открыли. Это главное. Дропропистон О, говорит, далеко. ну электрофеи более бесячие. Поехали. Ну да, там вообще чуть не уследила, она уже непонятно куда улетела. Китик говорит, здравствуйте, ребята. Вот она, кстати. Здрасте. Открывай, сова. Поехали. Где? Аня Мика говорит, Китик, кусь. Ой, давай я не пойду за тобой. Опять же, я не хочу, Эндрюс как говорит, всегда, тут реально есть распыляться. электрофея, которая тебя вокруг острова минут 5 будет водить. Ну вот эти вот, я знаю. Епрлай говорит, электрофеи горе для эпилептиков. Керлив говорит, если бы наш чат называла Какоми, то как он бы назывался. Говорит, приветик. Я не знаю, консерва. Чача-сан Приветики. говорит, Ода и Надзума. Да. Эб говорит, вы закончили все карты А! 100%. Нет, Эс говорит, сколько у вас лек. 7, Китик если не говорит, считать оружие. бесячие рыбки. Бесячие рыбки. Даниякши Марденаулов говорит, если поставить в один отряд Засранцы. Ника с Райден, получится Ярбал. Мы на месте, Ника говорит, но, как и говорила Саганами, не видно никого подозрительного. Эндрюс говорит, о, наш любимый дискастроф. Дропропистон говорит, Дума по аквариуму. Они спрятались, назывался. Тенри, давай осмотримся. Говорит. Какой огромный лавачурл, кажется, Мастер его Шляпа привлекла говорит, энергия «Молния электроплов. бьет Тенру». Ой-ой-ой. Ты куда? Вернись. Я все прощу. Так, все. Ненавижу Геншин за то, что вроде персонаж мечен. Так, еле справились-то какой. Вот это уволень. Откуда здесь этот здоровый ловачур с огромным шлемом взялся? Пойма ничего не понимает. А от этого места ей не по себе. Ну хорошо, что все кончилось. Пойдем, а? ТП, что ты здесь делаешь? Вот их встреча. Подожди, а ТП что, пес получается? Так это вы исследуете эту область? Я только что доставил припасы. О, знаете, что прикольно? Что ТП, когда получил свое звание, вот здесь пишется, что командир отряда Селедка-1. Я только что доставил припасы на передовую и решил заодно очистить эту область от угроз. Он пес! Всем привет. Ты сам-то в порядке? На тебе лица нет? Ничего, я в норме, просто подхватил простуду, когда несколькими днями ранее выходил в море. Я по пути я услышал, что кто-то только что прибыл исследовать остров и решил посмотреть. Будь здесь настоящая опасность, я бы мог стать героем, но оказалось, что это вы. Выходит, зря ходил. Тэпэй, тебе не кажется, что это место какое-то странное? Да, что-то такое чувствуется. Наверное, татаригами здесь больше осязаем. Останки Урабаши не так уж и далеко отсюда. Арабаши? Кто это? Посмотри, вон туда. Это и есть останки Арабаши. Ого! Огромный змеиный скелет, какой страшный! Арабаши вывел наших предков из экономии. Что? Энкономии на поверхность. Так и появился остров Ацутами. Наши предки поклонялись ему как божеству-хранителю, но во время войны архонтов он захватил остров Яшиори. Сёгун Райден явилась лично и убила Арабаши с помощью Муса, но Хитатачи
После того удара осталось ущелье, известное как Мусаджин. Да, это то ущелье, которое нас булило. Сёгун Райден создала ущелье Мусаджин одним ударом меча. Невероятно. Да, но война архонтов была жесткой, и Яшиори на твой битву был полностью уничтожен. Говорят, что тогда Сёгун тоже... Извиняюсь, тоже утратила нечто ценное. После смерти Арабаши между Вацутами и Сёгуном установилась вражда, но сопротивление было создано не из-за веры. Мы восстали из-за охоты на глаз Бога. Когда Арабаши начал уничтожать цивилизацию, Сёгун остановила его. Кирару, спасибо. Но теперь, когда Сёгун посягнул на наши мечты, издав указ об охоте, кто-то должен остановить ее. Ладно, мне пора. Только что я столкнулся с элитными самураями Сёгуна, и перед следующим заданием мне не помешает передохнуть. Санечка, спасибо. Да, и вы здесь не задерживайтесь. Поскорее доложите госпоже Саганамии. Оставаться подолгу рядом с татаригами вредно для здоровья. Ты чё? Ты тоже себя береги. Обо мне не переживайте, я в отличной форме. Мне кажется, ли он не был седой? Почему у него серые волосы? Так всегда было? Тэпэй добился больших успехов, раз он смог победить самураев Сёгунов. Удивительно. Путешественница, вернемся и доложим Какоми. Давай. Так. Саянка говорит удачного стрима Харт. Спасибо. Нойзи Факс говорит Эндерс Энакогу Аой не гони. Данияр Шеймар Денауф говорит в англише у капитана самая топовая озвучка. Милашка говорит привет, Тенра. Я выбила вчера Арликина на 75, теперь кручу оружку. О, поздравляю. Надеюсь, повезет, перешла в YouTube, тот это булит с сообщениями, ну, не всегда как всегда. Отправляет тебе. Но это же ТТ. Нойзи Факс говорит о Тенра то внимательный, нет, не всегда. Кити говорит, у Тенра были черные волосы, как я помню. Вот. Керлиф говорит фею недовес. Гац а говорит, я их сейчас привет. Игнорю. Привет. Ли Привет, говорит, Гац. хочу грозу Лордли Краингфейс. Да, хочу Ся дождик, говорит, так страдаю, мне так Геншин, хочется я плачу. дождик, я прям не могу. Анимика говорит, мне ведь Почему тоже ты плачешь? вангл, а в японском, ну такое. Да пропистон говорит Лиза в японской прям, оу май. О май, я вас отключаю. И офигенный с английской, я полностью с японской так себе. Какоми, мы О, Егора здесь. Что стряслось? Все такие серьезные? У скольких человек появились такие симптомы? У меня еще не было возможности закончить подсчет. Какоми, Гора, что происходит? Путешественница, недавно у наших солдат обнаружили симптомы ускоренного старения. Да, он стал старый, серьезно. ТП стал старый пес? Когда я их расспросил, то узнал, что они негласно получили у нашего спонсора секретное оружие. Большинство из них амбициозные и до глубины души ненавидят охоту на глаза. С тех пор, как солдаты получили это оружие, они втайне использовали его. Так вот, почему нам последнее время сопутствовал успех. Но опаснее секретное оружие. Это не выход. Мы должны как можно скорее покончить с ним. Гора, у тебя есть это секретное оружие? Почти все отказались сдать его, но я все-таки смог добыть одно. Это же... Путешественница, ты что-то знаешь об этом предмете? Это глаз порчи Фатуи. Серьезно? Выходит, наш тайный благодетель Фатуи? Всем привет. Но зачем им так поступать? Мы с этим разберемся позже. Сейчас необходимо как можно скорее донести до войск, чтобы они прекратили пользоваться глазами порчи. Все солдаты с симптомами должны пройти лечение. Надеюсь, мы их не потеряем. Постой! Путешественница, о солдатах с этими симптомами ведь Тэпэй? Нет, вряд ли он. К нему скорее. Давай. Где он? Чилит у себя дома. Пойдемте.
Так, я уже все это читала, но удивляюсь, как будто первый раз вижу. Я думал, ТП пес окажется, а он стал просто старым. Беда, беда. ТП. ТП. А, это вы? Какими судьбами? Старый, ты чё? Погодите, дайте встать сначала. Странно, силы будто покинули меня. ТП, скажи-ка последнее время... А? А, да, я не рассказывал те подробности. Недавно я опять совершил много подвигов. Сражался с войском Сёгуном на море, в одиночку победил самураев Сёгуна, спас товарищей из засады. Раньше я не смел мечтать о таком. Хотелось бы еще немного сильнее. Чем я сильнее, тем больше я могу сделать для сопротивления. А где это мое секретное оружие? Расскажи мне об этом оружии. Когда незадолго до того, как тебя привезли, произвели в командиры отряда Рыба-Меч-2, мне повстречались таинственные люди, которые представились нашими союзниками. Они дали его мне и сказали, что пока во мне есть воля становиться сильнее, секретное оружие будет отвечать моему зову. Совсем как глаз Бога, да? Но глаз Бога у меня никогда и не было. Я не знаю, какая между ними разница. Это глаз порчи. Глаз порчи? Звучит как нечто плохое. А чем он отличается от глаза Бога? Он выкачивает твою жизненную силу. Вот как. Наверное, неудивительно, что использование секретного оружия неизвестного происхождения сопряжено с рисками. Последние несколько дней я изнурен, и меня преследует дурное предчувствие. Поначалу после сражения я уставал больше обычного, но сегодня я вернулся и обнаружил, что у меня словно туман перед глазами. Очень жаль. Я уже думал, что поравнялся с тобой. Думаю, покровительство богов мне не светит. Путешественница, не могла бы ты кое-что для меня сделать? Когда наша форма будет готова, забери мой комплект и принеси его мне. Примерим ее вместе. Бедолага. Не смотри на меня так. Я отдохну немного и буду как новенький. Как новенький. ТП. Фатуи. Эй, путешественница, ты куда? Эй! Всем привет. Всем привет. Кому? Идем бить лица? Можно я поменяю? Отдай. Можно я сразу поменяю Фишель на Яньфэй? Тихо. Куда идем? Путешественница, как дела ТП? Как могли упустить? Я приказал забрать все глаза порчи. У большинства упадок сил, но ничего серьезного. Но вот некоторые... Ваше превосходительство, я собираюсь открыть отдельный полевой госпиталь, чтобы следить за их состоянием. Солдаты протестуют против запрета. Они знают, что такое глаз порчи, но все равно намерены использовать их. Поручаю разобраться с этой ситуацией тебе. Мне необходимо на передовую. Такая неудача не может не сказаться на боевом духе войска. Если Сёгун воспользуется сумятицей и нападет, все наши труды пойдут прахом. Путешественница, что ты думаешь на этот счет? Я остановлю Фатуи. Нет, это слишком опасно. Указ Сококу все еще в силе. Это означает, что их глаза порчи сделали в Инадзуме. Спасибо за подписку. Для организации такого производства требуется много рабочих рук, и без местной поддержки они бы сделать этого не смогли. Чтобы остановить их, нужно разрушить фабрику, с которой производится глаз порчи. Но она непременно хорошо охраняется. В одиночку отправляться слишком опасно. Возьми с собой солдат. На это нет времени. Спасибо за подписку. Ваше превосходительство, глаза порчи отбирались у солдат в торопях, и Фатуи не могли этого не заметить. Пока мы будем собирать войска, они узнают о наших планах и скроются.
Верно. Секундочку. Пока Пока изымались глаза порчи, я кое-что придумала. Фабрика наверняка крупная и в отдельном месте, но достаточно близко к дороге, чтобы могли подвозить сырье. Таких мест не так уж и много. Если учесть те места, где солдаты получили глаза порчи, то, вероятнее всего, фабрика находится в горах у побережья Яшиори. Я не стану тебя останавливать. Просто будь осторожна. Мы уже потеряли немало отличных бойцов. Не хотелось бы потерять тебя. Нам пора. Что? То есть на фабрику глаз порчи? Ты серьезно? Ты хорошо подумала? Ладно. Окей. Так, всем привет, что происходило? Певец, у вас голос красивый, спасибо большое. Ладно, всем пока, удачи, пока-пока. Так, где, куда, кого? Ой, обратно. Ой, у меня тут закрыто. Я здесь был. Короче, я здесь был вне стримов, вне квестов. И я вот этого чувака нечаянно убил по дороге. Я нечаянно. Я думал, он суперсложный, а он отлетел как дурачок и все. А потом я еще узнал, что это один из боссов каких-то еженедельных вроде. Я не уверен. Вот этот вот снизу сидит. Какой ранг? 50-й. Относительно недавно апнули 50-й. Надо данжик открыть. Вот здесь какой-то данжик. Мы его откроем, чтобы был телепорт. Или нас в этот данжик отправят. Мне кажется, нас туда отправят. Что такое? Угу, мета. Так. Кусь вайп на няшек. Я понял. Не понял. А где дырочка? Отдайте дырочку. Ну, видать, это по-любому квестовое. Я не вижу вход в данж. Так, призрака пока трогать не будем. Ой, давайте откроем усыпальницу. Секунду. Снова грешил? Когда я грешил? Тенра, а можно ли У меня нету ключей, серьезно? Так непривычно. А потом, когда накоплю персонажа какого-то много крутых, чтобы ты покрутил, или ты против такого? Я уже так крутил Максу Гасу. Я могу покрутить, я не против, если вы хотите. Подожди, что мы ищем? Найдите местное производство глаза порчи. Это не связано с вот этой штукой? Да нет. Оно тем более потушится, да. Нет, это точно не то. Ой, дед, ты откуда взялся? Я тебя не хотел. Что такое? Вот он, данж, вход какой-то. Сейчас. Что, огнем бить? Ай. Ну вот это, дырочка. Все. Погнали. Рекомендую элементы, вода. Ой-ой-ой. Да пофиг, пойдемте. Ты крутил Максу Гасу? Ой, я крутил Фоксу, простите. Совсем старый стал. Это Фокс крутил Максу Гасу. У нас там... Паровозик! Что? Кто это? Что произошло? Игра, ты прекрати. Ловушка. Все, теперь я вижу. Надо быстро пробежать? Да. Пацаны, у вас тут ловушки, вы как сюда заходите? Ты куда? Куда он делся? Зачем он ушел? Он щитовик. Ну ты зря, конечно. Все. Ой, не все. Все.
Скример, ну, давайте я вас включу пока. Ой, а мы уже такие штуки собирали в другом данже. Данжики такие здесь прикольные, атмосферные, и вот это всегда напоминает Бета Ник Фреми, говорит милашка, она не... комнату в Матрице, когда Морфеус дрался с Нео. Они вот, ну, не видом, а искусственностью, они вот такие же искусственные, как в Матрице. Эндрюс говорит, это фатуйская Бэйдоу. Назар Уайти говорит, это мой нелюбимый данж. Алло. Пустите. Китик говорит, бей. Это все материал для создания глаза порчи, так много кристального костного мозга, выглядит очень знакомо. Китик говорит, быстро бей. Александр Куликов говорит, привет. Привет. Скажите, а у вас вообще никаких сложностей не было с прохождением Геншина или зачистки карты? Да нет. Ну, был какой-то момент, когда мы повысили уровень мира. Секунду. Милашка говорит, Тенра, словила И тебя не на прокачали слово. персонажей. Так что, как накоплю, тебе напишу в Аляс. Хорошо. Анимика говорит, просто мечом рубить неинтересно. Хвататься чари, вот это подход Тенры. Ну, это да. Логично же все, нет? Ли говорит, я вернулся. Что пропустила? Так, секунду. Шалуны были. Конечно, были. Ситуация с гражданской войной в Инадзуме неясна. Чем дольше продлится этот конфликт, тем выгоднее для нас. Чтобы усугубить зависимость сопротивления от глаз порчи, сильнее раздуть огни войны и укрепить решимость командиров сторон продолжать сражаться. Я сим призываю всех товарищей оказывать всяческое содействие офицеру флота 2 класса Натану в подавлении надежд сил Сагономии на быструю победу. В случае непредвиденных обстоятельств помогите офицеру флота 2 класса Натану бежать, а также заставьте молчать всех, кто знает о проникновении Фатуи в их ряды. Помните, что эта миссия имеет решающее значение в обеспечении поставок глаз порчи. Не упускайте ни одну мелочь. Окей. Это я его прочитал? Ну, видимо, да. Точно? Объявление? Объявление, да, это оно. Так, а мне нравится этот. Ладно, пойду кушать чипсики и выбивать артефакты Арлекина. Давай, удачи тебе. Удачи тебе в этом. Ой, ну здесь прикольно прям. Бета Ник Фреми говорит, а все гемы. Выглядит очень опасно. Ли говорит, блин, Ай-яй. я тоже чипсики Будь хочу. осторожна, нас подстерегает. А что еще нас тут подстерегает ненароком? Те. Засмотрелся. Куда? Туда? Тихо. Понял. На Талифелове говорит, сундук забыл. Где? Китик говорит, люди, а кто-то хочет со мной после стрима поиграть в Геншин? Там можем повеселиться и в держи сходить и т.д. смайл улыбка. Ай. Милашка говорит, Ли, делюсь своими чипсами с тобой. Керлив говорит, милашка, давай. Вот же, ё-моё. На кус каша выпадет. Спасибо. Жанел Спасибо, Атлзон Натали. говорит, здрасте, Тенра. Здрасте. Милашка говорит, Китик, я не против. Бегим. если хочешь. Эндрюс говорит, вот блин, О, мне о. жестко О, видно о, артов для Арли и Кларинды, Так. хотя персов нет. А вот фолиант на натлановских ДД вечно трешак падает. Бета Ник Фреми говорит, о Европе есть проблема нигде брать гемы. Натали Какая Феллови разница? говорит, в большом зале. Все, я забрал, спасибо. Ли говорит, хе-хе-хе, спасибки, Так, милашка. давайте вот так вот сделаем. Бум. Милашка говорит, шапка на ко уже есть с подстатами хорошими, восстанова, сила атаки, шанс Так, крита. получить... все, последний. Жанел Атлзон говорит, я вчера выбила Арлекину. Поздравляю, все выбивают Арлекина. Вы Китик что все говорит, такие я не классные? против. Милашка. Открывай, сова, открывай. Открой дверь. Дермир говорит, привет, Тенра. Привет, Эмир. Привет, пацаны. Так, сначала вот этого.
Без обид. Дермир говорит, а я сегодня Арликина с 2 круток выйду. Ну это же это какое-то читерство, я не верю вообще в это. Милашка нельзя говорит, делать. Титик, можешь скинуть свой IDA сюда. Я добавлю, раз пойду в Геншин. Перлит говорит, я подумала, что буду Арли выбивать. Наташка? Гиперлай говорит, мне я для Что? конца выйду на Написано войну. Наташка, Теперь начальник она- фабрики Наташка. Натали, ты что? Прекрати. Путите. Путите меня. Гиперлай говорит, Наташка. чисто ради баланса вселенной говорит. Нека говорит, я одна не буду выбивать Арликина. Титик Капец, говорит, моя Наташка, чё подруга творит? выбила Кларинду. Она хочет Тебе сделать все-таки свадьбу удалось с нами. найти это место. Мои поздравления. Значит, ты один из предвестников Фатуи, как сеньора или Чайльд? Сеньора? Чайльд? Не знал, что вы знакомы с моими двумя самыми неблагонадежными коллегами. Номер 6 из предвестников Фатуи. Сказитель. Что? Сказитель. Собственной персоной, раз знакомству, прославленная путешественница. Как же сегодня много посетителей. Чем я обязан такой чести? Вы изготавливаете глаза порчи. Вы даете глаза порчи сопротивлению. Так вот в чем дело. Думаю, случилось небольшое недоразумение. Я понимаю, как это может выглядеть со стороны, но я просто выполняю приказы. Руковожу этой операцией вовсе не я. Ты ведь весьма сильна, верно? Тогда чего же ты ждешь? Вперед! Эх ты, из-за каких-то пустяков выходишь из себя. Не ожидал, что ты окажешься такой слабой. Никакие это не пустяки. Ну а что же тогда? Так устроен мир. Человеческая жизнь, что тот сорняк. Они все равно бы умерли. Хоть с глазом порчи, хоть без него. С ним они хотя бы смогли воплотить свои надежды в жизнь. Ты хоть понимаешь, насколько для нас ценна охота на глаз Бога? На нее существование ушло немало сил. Естественно, этот указ нам крайне выгоден. Спасибо за подписку. Но теперь наш тяжелый труд начал окупать себя. Сей вражду, и рынок глаз порчи готов. Пусть сила принимает слабых, которые ее жаждут, приманивает. За скромную цену они почувствуют себя на вершине мира. Жизнь в обмен на безграничную силу. Выгодная сделка, не находишь? Значит, указ об охоте вышел из-за Фатуи? Так с самого начала это все были вы? Извне Инадзума кажется неприступной, но внутри это страна возможностей. Немного усилий, и мы разрушим ее изнутри. Вечность и время простирается очень далеко, но каждое мгновение становится да нельзя хрупким. Взять, к примеру, вашего друга из сопротивления. Ему уже не помочь, он безнадежен. Как пузырек на воде, прекрасен, но неуклонно идет к разрушению. Чем больше они теряют, тем больше глаза Бога порчи дорожат, а немощность прихлестывает их в борьбе. Вот так комедия, да? Не смей глумиться над Топеем. Путешественница, отстынь! О, нет! Нас надышали. Вот так. Дай гневу наполнить себя. Эта фабрика наполнена ненавистью богов, и она питается твоим гневом. Что происходит? Вставай! Подожди. Кто это? Мы знаем ее, она у меня вроде есть даже. Сакара самый лучший. Привет, всем привет. Повторяй за мной. Раз, два, три. Быстрее. Раз, два, три. Что же, неплохо. Мозг возвращается, не поврежден. И это хорошо. Было очень непросто вернуть тебя сюда. Недавно тебя словно прикрепило к земле.
Мика, Пайман давно хотел тебя спросить, почему ты говоришь и ведешь себя совсем не так, как во время нашей первой встречи? Что, серьезно? Может, это потому, что я велела остальным жрицам уйти? Да и я всегда такая. Всегда видно ту сторону человека, которую он хочет показывать. Это мне очень хорошо известно. Все те мои стороны, что вы видите, и есть настоящее я. Люди просто склонны все упрощать. В этом шатком человеческом обществе я лишь делаю то, что считаю нужным. Что-то Пайман не понимает. Дружочек, продолжай изучать людей, и ты поймешь, о чем я. Ты спасла меня от сказителя? Вот, Пайман все смотрел на путешественницу и не видела, как ты вытащила нас оттуда. Если я скажу, что применила тайную технику великого храма на руками, и этот сказитель сразу же упал мне в ноги, моля о помощи, вы мне поверите? Наверное, вам лучше перестать об этом беспокоиться и хорошенько подумать, как вы отблагодарите меня, не так ли? Ты с таким голосом говоришь, это звучит пошло чуть-чуть, мать. Я не против, серьезно. Ты огонь, но как это... У меня тут стрим не 18+, поэтому пока нельзя. Кажется, некоторые твои нейронные связи все же не выдержали. Большое спасибо, госпожа Яй. Я говорила не о формальностях. Мне нужны действия, а не слова. Ну что, я не виноват. Ну я же чат, но я не виноват, серьезно. Завтра будет стрим, да. Хотя не уверен. Посмотрим. Ты все еще беспокоишься о глазопорче, да? Это правда. Спасибо, Мбичка. Будь спокойна, командующая островом Вацутами повела солдат зачистить фабрику. Также она издала приказ, который запрещает пользоваться глазами порчи. Мбичка, спасибо, не шали. Почему мне говорят, что я похожа на Инфэй? Теперь, когда укрепление Фатуи обнаружено, вряд ли сказитель станет упорствовать и ввязываться из-за своих коллег в неприятности. Почему именно с тобой Геншин такой? В смысле со мной? Это Геншин такой? Я не виноват. Ты рано больше попёсик, так что ты в пролете. Ну вот. Хотелось бы видеть страдания тех Фатуи, но так мало времени. А Сангономия Какоми на этот раз превзошла саму себя. Хотелось бы побеседовать с ней лично, но, увы, иногда вера очень мешает. Ой, извините. Потому что именно с тобой. Да почему я В смысле Тенра не шали? Это Геншин, я же ничего не сказал. Был прям такой контекст. Я не виноват. Недавно был на твоем стриме, здрасте. Вера мешает? И это говорит Гуджи Великого Храма на руками? В любом случае, я говорю это для того, чтобы ты успокоилась и сосредоточилась на том, что сделаешь для меня. Но я не могу. И что же это? Вы ранее встречались с ней. Ты о Сёгуне Райден? Да нет же, я не о кукле. А о ней. Вы уже виделись. В смысле кукла? Что ты имеешь в виду? В том измерении, это она говорит про самое начало игры. Да, истинную Райден, который находится в бесконечной медитации, чтобы сохранить себя. Ее зовут Эй. Выходит, на церемонии была всего лишь кукла, а истинная Сёгун Райден та, которую путешественница повстречала позже? Позже? Не понял. И означает ли это, что когда изменилось поле боя, изменился и соперник? Я уловила некоторые незначительные отличия.
А к тому, что это вечность Сёгуна Райден. Перед тем, как преследовать вечность для ее царства, ей необходимо прикоснуться к вечности самой. Материальное тело со временем обращается в прах, поэтому она заменила свое тело на куклу. И поскольку душа подвержена эрозии, она поместила свое сознание в меч. Это которое она между ее души доставала, где она, медитируя, остается свободной от суеты мира. Значит, то место, которое она открыла ударом меча, является царством Эфтюмии, миром внутри ее разума, местом, где может существовать только она. Она закрывается в своем мире, оставляя все мирские дела кукле, которая преследует лишь одну вечность. Такой подход Эй нашла в поиске вечности. Джун Ли тоже говорил об эрозии. Ты говоришь о Мараксе? О Мораксе, простите. Давненько я его не видела. Архонт Ли Юэ принял удивительное решение. Все-таки он интереснейшее божество. Похоже, Сёгун Райден нашла решение проблемы, с которой столкнулся Джун Ли. Может и так. С другой стороны, она ведет себя как капризный ребенок, который рассердился и закрылся в своей комнате. Вам так не кажется? Более того, широкое понятие вечности она уже давно подменила своим собственным. А означает оно страх потери. Мне все еще не очень понятно, что ты хочешь мне поручить. На самом деле, мы с тобой на одной стороне. Ты хочешь спасти Надзуму от охоты на глаз Бога, я тоже. Разница лишь в том, что вместе со страной я хочу спасти и Эй. Суть в том, что царство Эфтюмии представляет собой внутренний мир Эй. Если ты победишь ее там, то, возможно, сможешь изменить волю Сёгуна. Значит, таким образом ты собираешься покончить с охотой на глаз Бога? Не с помощью убеждения и не путем вооруженного сопротивления, а предлагаешь заскочить во внутренний мир Сёгуна Райден и изменить ее сознание? Фильм «Начало», да, смотрел. Ты схватываешь на лету, в общем, это Спасибо, Алластер. В общем, это единственный способ вернуть Инадзуму на правильный путь, прежде чем она погрузится во тьму вечности. У меня остался вопрос. Ты еще не поняла, насколько ты особенная? Я уже говорила, что в царстве Эфтюмии может пребывать только она. То, что там оказалось... То, что ты там оказалась, доказывает, что она тобой заинтересовалась. Наверное, тому, что ей еще не попадался никто столь непредсказуемый перед лицом вечности. Раньше никто другой туда не попадал? Нет, никто не видел. Ревнительницу. Ревнительницу вообще неправильно прочитал. Вечности после начала ее затворничества. Никто не знает даже, как то измерение выглядит. Твое существование не просто возможность, а ключ. Ты оправдала мои надежды, дитя. Ты так говоришь, как будто тебе миллион лет. Эй, ты уже уходишь? Ты куда это? На тренировку, которая научит противостоять Сёгуну Райден. Я подготовил ее специально для тебя. Идем. Так, что происходит? Сёгун — это кукла. Так, что же мне теперь делать? Так, рыбка Дори. Отстаньте, чат. Я не помню, чтобы я куда-то попадал и что-то делал в моменте, где вы сражались. Так это не было какое-то пространство. Я помню, мы же пришли на какую-то просто площадь. Там была Сёгун Райден. Мы с ней подрались, и она ушла. Дамир, пока. Японская озвучка. Сейчас будет капец. Тенра. Что? Ну я забыл все. Ну что, я же не так часто играю, чат. Ну давайте как будто бы отсюда... Сверху вниз поедем. Тебя Райден фигачила, она тебя к себе затащила.
Было такое? Потому что я помню, что мы просто на площади подрались и все. Так, давайте я вас включу. Беда, чат, я такое наделал. Секунду. Все, я здесь. Нет! 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 Ладно, я не умер. О, цветочек. Так, Альтен. Ты вспоминай, когда она меч вытащила, тебя перенесло на арену с Чиори и Райден. Используя медитации встала и достала... В смысле? Я вообще такого не помню. Какая-то серия была? Говорит хахахах, ломатель Тенра. Тебя перекидывало в пространство, где твои навыки... Кирлиф говорит... все, да, все, вспомнил. Вот Натали понимает, как вернуть мою память. Да, она блокировала мои способности. Все, я помню. Когда она меч из груди достала, да, это я тоже помню. Этот момент я помню. Мегапикселей говорит, старость не радость. Отстаньте. Китик говорит, старик уже не помнит. Так. Прямо здесь? И для чего этот механизм? Просто представьте, что это катализатор, создающий боевые техники Сёгуна Райден. Я делала его по памяти, поэтому соответствие должно быть точным. Ну, разве что ухудшились ее навыки. Он поможет вам изучить ее тактики и найти способ противодействия. Полезнейшая штука, правда? Постарайся не попасть под атаки. Смерти от ее руки ты однажды уже избежала, поэтому ничего невозможного от тебя не требуется. Ну, давай. В течение определенного времени вам предстоит уклониться от навыков механизма. Испытание будет провалено, если вы попадете под удар больше указанного количества раз. Окей. Надо прыгать? Светлячок. У-у-у! Я должен был успеть? Да, в смысле? Надо прыгать? Предположим, я буду стоять здесь. Да как? Что? Что? Бей меня быстрей! Бей! Выполнен. Ну окей. Ох, ну и тренировка. И это все? Откуда ты так много знаешь о Сёгун Райден? Ты это мне? Быть может потому, что я фамильяр Электроархонта. Что? Совсем как Двалин и Барбатос? По тебе не скажешь? Может быть, я буду выглядеть убедительней в форме кицуне? Ой, давай, покажи хвостики. Я бы взглянула. Лишь в твоих мечтах. Ой, ну ладно, придется искать на всяких сайтах. Ладно, я потом посмотрю. Куда любопытнее моей внешности то, что мы с Яей давно не виделись. Не находите? Мы с ней разделяем мечту о вечно неизменном царстве, но, по-моему, это вовсе не означает тотальный покой. В определенный момент она ушла по пути, на котором мне становилось все сложнее оставаться с ней. Эй, когда ушла в царство Эфтюми, даже не попрощалась. Может, я заблуждаюсь, но мне кажется, таким образом она решила сохранить нашу дружбу навеки. Без встречи и прощания наши отношения останутся такими же навсегда, по крайней мере, для нее. А если кто и заблуждается, так это Сёгун. Поскольку мы пришли к вечности разными путями, я могу либо оставить все как есть, либо любой ценой вернуть ее на путь истины. Я выбрала второе, ведь если царство Эфтюми — ее понимание вечности, как фамильяр я обязана вытащить Эй из ее
у головы в реальный мир. いい友達だ。 Мика, ты настоящий друг. Я лишь хочу, чтобы вы лучше поняли мой план. Сентиментальности пока отложим, ладно? Довольно разговоров. Приступаем ко второй части тренировки. Противостояние Сёгун Райден. Еще и вторая часть есть. Люди, а Тенрё проходит ЗЛ. Что такое ЗЛ? Озвучка топ, спасибо. Так. Сейчас будет что-то другое. Победите 10 врагов. Так, вы огненные пацаны, тихо. 安全距離確認。6308式ユニット。 Тихо, тихо. 超格差形態。 Пацаны, налетай. Вот сюда, идите. Да-да-да. 新天道地天理チョーク А вы как, почему в камень превратились? Прекратите. 行くぞ。吸引テスト開始。安全距離確認。 Ну это прям легко было. Драться мы умеем. Ты любишь ужастики, да? Закончили. Ну что скажешь? Вы отлично справляетесь. Чувствуется решимость и упорство. Теперь мы победим Сёгуна Райден, как думаешь? Как бы это выразиться? Вы ей не ровня. Эй, мы что, зря тут пыхтели, что ли? Вы важнейшая часть плана. Я знаю, что делаю, и без шанса на победу я вас не оставлю. К слову, путешественница, как ты оцениваешь шансы войск сопротивления? Они тоже не ровны. Так и есть. Иногда они могут победить армию Сёгуна в открытом сражении, но если им придется столкнуться с самой Райден, учитывая, что и глаза бога теперь украшают статую, они в конечном счете ничего противопоставить не смогут. Да что ж такое ты говоришь? Путешественница, командир отряда Рыба-Меч 2. Я вовсе не хотела принизить их, напротив. Именно беспомощность и утеря глаз Бога сделали их волю столь ценной. В общем, если все пойдет по плану, от этих ребят будет еще толк. В чем состоит твой план? Пора бежать, нужно принять еще одного гостя. Мы сможем поговорить в великом храме Наруками. Чего это ты вдруг принимаешь гостей? Паймон совсем тебя не понимает. Нет, кого-то сегодня не будет. Сколько уже стрим идет? Час 27 дней точно не будет. Мы сегодня по сюжету. Ба-ба-ба. Не туда. Ба-ба-ба-ба. Отдай. Насколько помню, тренировка была сложнее самого поединка. Да вроде нет. ЗЛ, задание легенд. Прохожу иногда. Спасибо за подписку. Итак, можем продолжать разговор здесь. К вопросу о плане. Я уже давно обдумываю его. Знаете ли вы, что нужно сделать, прежде чем составлять план? Что же? Необходимо разобраться в ситуации. Очевидно, что охота на глаз Бога – инструмент управления, сосредоточенный на вечности куклы Сёгуна. А сказитель это подтвердил. Фатуи сделали это, чтобы создать спрос на глаз порчи. Да, это сильнейшее доказательство. Теперь нам также известно, что изданию и исполнению указа об охоте всегда способствовала комиссия Тенрё. А Яка говорила, что каждую данную ими петицию против охоты глаза Бога комиссия Тенрё и Канджо сразу же без всяких переговоров отклоняли. Значит, комиссия Тенрё работает на Фатуи. Да, уже давно понятно, что эти две комиссии состоят в сговоре с Фатуи. Тьфу, жадные глупые людишки. Ситуация выходит следующая. Имея злодей Фатуи, который управляет двумя комиссиями, втайне раздает глазы порчи. Жаль, но учитывая то, что находится под защитой комиссии и Сёгуна Райден, выследить его не представляется возможным. Что же тогда делать? Будет лучше начать с кого-нибудь в Инадзуме. Я собираюсь начать переворот в комиссии Тенрё. Так, ты Тенрё не тронь, мать. Сначала покажи свои хвостики, потом уже трогай Тенрё.
Переворот в смысле? Разве комиссия Тенрё уже не предала Сёгуна? Я имею в виду предательство Сёгуната. Я не имею в виду предательство Сёгунату. Я говорю о том, чтобы пробудить к предательству Что? Чтобы пробудить к предательству комиссии Тенрё кое-кого конкретного. Если удастся убедить ее, я смогу добиться для вас еще одной встречи с Сёгуном. Это, наверное, вот это... Как же ее... Она у меня есть, в общем. Девушка-ворон, которая... Договорил же. Даю подсказку. Она командует армией Сёгуна, каждый месяц посещает святилище. И также это наш сегодняшний гость. И она как раз стоит за вами. Да, вот она. Куджисара, не с места. Тебя разыскивает Сёгунат, а ты имеешь смелость объявиться здесь? Только без фокусов. Сдавайся, я отведу тебя в штаб. Схватите ее. Слушаюсь. Куджисара? О, не забывайте, что вы находитесь в великом храме Наруками. Насилие здесь запрещено. Но кто из вас готов принести наказание за непочтение к Сёгуну? Гудзияй, вы ведь не укрываете здесь эту преступницу? Мы просто друзья, и я не вижу, при чем здесь укрывательство. Сара, мама? Ты про Сару? Да, я про Сару. Прикажите своим подданным уйти. Нам с вами нужно обсудить некоторые дела. Отойдите. Так точно. Уйди отсюда, пес. Оба два. Скажите, Гуджияй, почтительно ли по отношению к Сёгуну скрывать в храме разыскиваемую преступницу? Ты ничуть не изменилась, Куджисара. Более преданного Сёгуну человека, чем ты, не найти. Вообще-то нет, она как бы там нас отпустила, она уже как бы это... Я слуга Сёгуна, и это мой долг. Также я воин, и я посвятила жизнь пути Сёгуну. А если Сёгун однажды отнимет глаз Бога и у тебя? Охота на глаз Бога — закон Сёгуна, и я не ставлю его под сомнение. Как жаль. Какая самопожертвенная преданность. Из-за обстоятельств не защищая ничего. Ты до сих пор в потемках. Или же ты единственная, кто видит свет? Госпожа Гуджи, просто скажите прямо, что вы имеете в виду. Охота на глаз Бога — ловушка, часть заговора Фатуи, который разрушает Инадзуму изнутри. А твои повелители, клан Кюджи комиссии Тенрё, скрывают от Сёгуна правду. То есть клан Кюджи предал Сёгунат? Да, именно это я и хотела сказать. Гуджияй, ваши обвинения не только опасны, но и нелепы. Три комиссии служат Сёгуну с незапамятных времен и верна ей по сей день. С тех пор, как меня удочерил клан Кюджи, я не видела и не слышала ничего, кроме непоколебимой преданности Сёгуну, особенно от его главы Кюджи Такаюки. Он почитает Муса и Хитатачи, как никто другой, а мое уважение к Сёгунату по сравнению с его лишь жалкая тень. Он и в мыслях бы не допустил такой проступок против Сёгуната. 3 дня. Возвращайся через 3 дня, и я покажу тебе доказательства. Мне, как Гуджи, отлично известно одно. Люди верят в то, что они хотят верить. Некоторые вещи ты не видишь, потому что не хочешь их видеть. Так что придется мне побыть злодейкой, которая кропотливо насобирает неприятных вещей и предоставит их тебе. 3 дня. Я буду ждать здесь. Если доказательств не будет, я потребую извинений за очернение клана Кюджи. А еще она пойдет со мной. Вот и славненько. Увидимся через 3 дня. С нетерпением буду ждать тебя. Окей. Как сделать горизонтальный экран? Надо идти на ютубчик или твич. Паймон так перепугалась. Не ожидала увидеть здесь Куджисару.
Да, Мика, ты сказала о доказательствах предательства комиссии Тенрё. А у тебя все схвачено? Почему ты постоянно задаешь столько вопросов? Конечно же нет. Я должна была сказать хоть что-то, иначе было не убедить. Спасибо за подарочек. Добрый вечер. やっぱり Да, этого следовало ожидать. Вообще, изменить волю большинства – та еще авантюра. Нельзя же контролировать каждую мелочь, когда противостоишь Богу, верно? А нам-то что делать? Всего лишь 3 дня осталось. К добыче доказательств нам понадобится помощь. Пойдемте, сейчас мы с вами разбудим профессионала. Давай. Так, ругаться в чате нельзя. Алло. Вы что? Как будто первый день чат. Вы что? Не дурите. Так, куда идем? Сюда. Так. Кто там ругается? Ну и на ютубчике шалят вообще. Ой, а мы здесь были. У нас здесь свидание было. Красиво. Так, найдите упомянутого я и помощника. Ну давай. Ты? Наверное, ты. Ой, это игрушечный Тануки превратился в человека. Что это? Паймон-то такое видит впервые. 説はタヌキ Не じゃない Тануки, Мудзина. 無事なだ眠い Я устала. Если не высплюсь, не вырасту. まさか Это и есть тот самый профессионал? Что-то совсем не похоже. Она член Сюмацубан. Сюмацубан. Самый настоящий ниндзя. Ого, ниндзя! Значит, только что мы видели одну из легендарных техник перевоплощения? А что такое Сюмадзубан? Они служат комиссия Яширо. Это секретный отряд комиссата Аята. Комиссата Аята и комиссия Яширо придерживаются нейтралитета. И я не могу отдавать Сюмацубан приказы. Но вот уговорить их, самого ленивого члена, помочь нам вполне в моих силах. Уруру. Озвучиваю, уруру. Сделайте вот что. Сходите в город и найдите доказательства предательства комиссии Тенрё. А мне там... что? Мне там появляться не подобает. Звучит непросто, вот только... Звучит это просто. Даже не знаю, с чего начать. Я думала, вы уже сами все поняли. Ладно, дам вам еще указания. Человеку с улицы выведать всю внутреннюю деятельность комиссии Тенрё практически невозможно. Но поскольку все 3 комиссии служат Сёгуну, они поддерживают тесную связь. Работнику другой комиссии будет проще узнать, что же они затеяли. Комиссия Яширо. Кажется, ты улавливаешь мою мысль. Сюгунат, наверное, все еще разыскивает тебя, но я уверена, что с помощью нашей ниндзя ты сможешь встретиться со своими друзьями. Не забывай, что времени в обрез. Принеси доказательства своевременно. Окей. Встретил аллей пополнения. Так. Микол, ниндзя из отряда няшных лолей. Куда идем? Где? Кто? Привет, когда Майнкрафт сервер. Я сделаю анонс. Не надо меня спрашивать об этом на стримах, тем более по другой игре. Пожалуйста, я уже говорил миллион раз. Вы что, чат? Тенры против ящеров. Тома, ты здесь? Это мы вернулись. Здравствуйте, пес.
Что вас привело сюда? Встретились ли вы с сопротивлением? Как боевая остановка? Я уже могу выходить или еще слишком опасно? Еще рано. По дороге сюда мы видели патруль. Значит, еще не кончилось. Вы, наверное, пришли, чтобы что-то обсудить. Минуточку, я найду кого-нибудь, чтобы позвали госпожу Камисата. Давай. Тома и Аяко слушают рассказ о текущей ситуации. Понятно. С момента нашей последней встречи вам пришлось пережить многое. Как я понимаю, вам нужны доказательства предательства комиссии Тенрё, так? Есть одна вещь, которая всегда беспокоила меня. Сигунат уже давно ведет войну с сопротивлением, но Сёгун ни разу об этом не спросила. Я считала, что ей это безразлично, но теперь мне кажется, проблема всегда заключалась в докладах комиссии Тенрё. Что ты имеешь в виду? Комиссия Тенрё управляет внутренними военными делами. Если они что-то скрывают, мы ни за что об этом не узнаем. А в результате Сёгун не может оценить вред охоты на глаз Бога и придерживается своего решения. Все станет явным, если мы добудем их доклады. Насколько я понимаю, доступ к документам такого рода есть только у Куджи Такуяки. Вдобавок, там полно охраны. Даже с помощью Саю стащить эти документы будет то еще задачкой. Если бы только был способ отвлечь охрану. Отвлечь, значит? Фейерверки Юйми! Такое мог предложить только Тома. Но это лишено смысла. Статуя всевидящего божества находится у комиссии Тенрё. Они точно обратят внимание на фейерверки рядом со статуей. А Саю тем временем проникнет в здание комиссии и возьмет доклад вместе с любыми другими бумагами, если таковые будут. Отлично! Чувствую, скоро я вновь буду свободным человеком. Стрим идет 1:41 минута. Давненько мы так не сидели и не разговаривали. Не так уж и давно. Как по мне, целую вечность. Я каждый день жду, что вы придете. Чайный дом всегда был моим любимым секретным местом, но теперь я уже не понимаю, когда последний раз выходил за его порог. Ох, как же мне хочется на горячие источники. Бедный Тома. Вернемся к нашим делам. Когда отменит указ об охоте, Тома обретет свободу. А мы хоть и свиделись вновь, но сейчас для дружеских бесед нет времени. Когда все кончится, отпразднуем как следует. И сыграем в шабу-шабу. Опять ты за свое! Комиссия Тенрё хорошо охраняется. Будьте рядом с ней осторожны. После этого встречаемся здесь. Ну, тогда мы в храм Ханамидзаку и к Юйми. С сигаретным местом Тенрё. Что? Ты о чем? Что? Ты кто? Нобумори. Какой изумительный чай. А можно я попробую? Нельзя? Налей чай, ты что ж... жадный. В чайном доме не наливают чай, все понятно. Наканиши. Можно чай? О, ты пока не видишь, я заберу. Хроники Сагономии. Ну вот, чай не дали. Беда. Так я ж так и сказал секретными. Алло, ты как слушаешь, мать? Так, я так понимаю, здесь мне нельзя попадаться, да? Нужно быть скрытным. Как ниндзя. Пацаны. Ты злой или злой? Не, нормально. Ну окей. Ой, ну ты так неправильно полетел, вообще не могу. Курода. Я не так прочитал, простите. Так, я не болею тобой от февраля до Москвы. Так, я не болею этого всего. Что происходит в чате? Юйми. Юйми, нам нужен самый большой фейерверк. Сверхбольшой такой. Сверхбольшой?
Хе-хе. Вы правильно сделали, что пришли ко мне. Так уж получилось, что я как раз закончила работать над этой чрезвычайно крутой штукой. Но она слишком мощная, и я ума не приложу, где ее испытывать. Как раз смогу ее отдать вам. Просто скажите, как все прошло. Подождите, фитиль сразу... Подождете, фитиль сразу же убегаете, чтобы не сожгло одежду. Еще не помешает закрыть уши. Что? Пайман страшненько стало. Не трусь, это же просто фейерверк. Так, что такого может случиться? Мы тогда испытаем его. Спасибо, Юмия. Я сегодня Арлекина вывел. Поздравляю. Итак, фейерверк есть. Осталось дождаться наступления темноты. Так темно уже. Пойдем. Куда? Куда идем? Куда идем? Куда идем? Дождитесь. Окей, ну давай дождемся. Па-па-па-па-па. Вот так. Поздравляю с Арлекиной, Егорка. Классно тебе. А у меня нету. Так вот, кто мою Арлекина на Дэе подменил. Егорка, ты зачем варенье обломал? Ты его Арлекина... Ты! Ордер на твой арест, не с места! А нет, бежим! Блин, я так и знал. Так. А ты тоже злой, да? Ладно. Мы пойдем здесь. Ну все окей. Вот это скрытность. Отстаньте. И я так думаю. Столько людей, если меня заметят, поймают. Нужно избавиться от них, чтобы я могла попасть внутрь. Теперь вся надежда на Юмию. Когда я добуду отчеты, встретимся в чайном домике Каморы, ладно? А теперь... если меня схватит, вытащите меня. Понял. Может, не сто... В смысле? Ну, пойдем к статуе. Осторожненько, чтобы нас никто не заметил. Да я знаю, что я ниндзя. Запустить фейерверк. 3, 2. Куда? Что происходит? Почему? Что? Мне надо бежать, да? Я правильно делаю. Куда надо? В чайный дом. Все. Помогите. Ой, время идет, оказывается. Уф. Приветик, я новенькая. Здравствуй. Добро пожаловать. Данали Анам. Подожди, Данали. Дана? Дана? Пусть будет Дана. Здрасте. Здрасте, всем новеньким. Просто Дана, все. Ну, Теннер, как все прошло? Сама не знаю. Хорошо сработали. Ждем теперь известия от Саю. Через некоторое время. Ты, мать, жива? Физическая активность, конечно, помогает расти, но это уже чересчур. Мне дурно, все кружится. Оставить спать. Я должна сделать кое-что важное. Ах да, они у меня. Я не знаю, как выглядит нужный вам отчет, поэтому я просто сгребла все подозрительные бумаги.
Получите, а я спать. Ранг 50. Давай. お嬢これは Госпожа, это この封がされ в этом запечатанном конверте должно быть отчет, который комиссия Тенрё собирается предоставить Сёгуну. К тому же есть переписка с Фатуи. どうやら Выходит, Гуджияй была права. За конфликтами в Инадзуме стоят они. これらの証拠があれば Путешественница, этих доказательств будет достаточно. Отнесите их Гуджияй. Она, наверное, уже знает, что делать дальше. А я соберу людей и попробую известить оставшихся в Инадзуме Фатуи. А я попробую извести оставшихся в Инадзуме Фатуи. だけど А еще будьте крайне осторожны рядом с Сёгуном. あの方 У の меня 刀を мурашки 振る по 姿を коже от 思い出す мысли о том, как она достает свой меч. Ну, красиво. У нее прям между грудей он такой вылазит. Красиво. Если у тебя мурашки от этого, то это... Ну, мужики, что поделать, все 八重 дела. 宮司様を信じるしかありません Нам вновь придется あのお方は довериться 将軍様と密 Гюджияй. 接な関係にあり Она ます хорошо знает Сёгуна и может что-нибудь придумает. Если Паймон не изменяет память, уже почти время встречи с Яймика. Скорее собираемся и идем в Великий Храм Наруками. Окей. Пойдем. Не шали. Да когда я шалил? Да что вы на меня говорите? Ну, это же он говорит, не я. Я же не виноват, я же пусечка. 八重宮司様 Госпожа Гуджи, я пришла, как и обещала. Не беспокойтесь, я одна. 配下は連れてきています Никто о нашей встрече не знает. 約束通り Я знала, что ты сдержишь обещание. И еще мне кажется, последние несколько дней твоя душа не знала покоя, а ночью не приходил сон. Вы ошибаетесь. Я ни за что бы не стала подозревать главу клана. Итак, где доказательства? У нас. О, замечательно. Сегодня прям-таки день сдержанных обещаний. これを手に入れるために Ты не представляешь, через что нам пришлось пройти, чтобы достать их. さらに渡すといい Передайте Саре, пусть она сама посмотрит их. これは Что это? Официальный документ комиссии Тенрё. Сверкающие молнии простираются над всей Инадзумой, показывая вечный путь Сёгуна Райден к далеким морям и распространяя волю ее по всей земле. Ваш преданный слуга Кёджи Такаюки из комиссии Тенрё смиренно предоставляет этот меморандум. Охота на глаз бога проходит беспрепятственно, великий Сёгун, благодаря вашему милосердию и могуществу. Все преступники пойманы, беглецы возвращены, а народ повсюду поддерживает вас. Вся Инадзума пребывает в мире благодаря божественной силе Сёгуна. 確かに当主様の Печать главы клана Кёджи на месте. ものではない На поделку не похоже. 抵抗軍 Не понимаю. Ни слова о сопротивлении, сангономии, ситуации на передовой. 前線で命を А как же павшие в боях солдаты, бедствующий народ? Они не заслуживают даже упоминания? 命を投げているどうしてこんな言い Полное пренебрежение к человеческой жизни. Почему они решили это скрыть? もちろんね Конечно же, ради охоты на глаз бога. Ведь если бы все это включили в отчет, Сёгун могла пересмотреть указ, не так ли? Значит, комиссия Тенрё намеренно вводила Сёгуна в заблуждение. Ну да, подумай, кому еще выгодна охота на глаз бога? Тут есть еще секретное письмо. Это письмо от комиссии Тенрё Фатуи. Глава клана Кюджи скрыл от Сёгуна и это. Ну что, вещи, которые ты хотела видеть. Но... вещи, которые ты хотела видеть, но в то же время и не хотела видеть перед тобой. Ты ведь не закроешь на них глаза? Все, во что я верила, это все. Как они могли? Проклятье! Предателям нет прощения. Такаюки, пора поговорить на чистоту. Ну все, беда. 九条サラ Кюджи Сара здорово разозлилась. Значит, переворот удался? Армия Сёгуна временно лишилась командующего. Да, бежим за ней тогда. Постой, путешественница. Мне нужно кое-что тебе сказать. Да? Впервые ты попала в царство Эфтюни перед статуей всевидящего божества, верно? Верно. Постарайся воссоздать обстоятельства того дня.
Если все получится, и Сёгун Райден раскроет тебе свое сердце, у тебя появится возможность. Я сделаю все, что в моих силах. Вот, надень. Это прощальный подарок. Что это? Амамори, великого храма Наруками, сильный амулет. Я отложила это для тебя. О, окей. Спасибо, я буду дорожить им. В трудную минуту просто достань и посмотри на него. Может статься так, что все трудности разрешатся легко и быстро. Ты, конечно же, можешь достать его, когда соскучишься по мне. И тогда, кто знает, вдруг я предстану перед тобой. Ну, блин, она же прям намекает, чат, я же не виноват. Будет тебе, госпожа Кицуне. Сейчас не время с путешественницей шутки шутить. Прошу прощения. Что же, тебе пора встретиться с моей нерадивой подругой. Окей. Пойдем. Покажи персонажей, я попозже покажу, в конце. Так, я уже могу, да, тут ходить теперь? Окей. Я всегда знал, что Стенриос говорит: ой, Фокс, какой ты... Ой, ты такой неприятный тип вообще. Вы следовали за мной? Хватило же вам смелости. Поскольку вы свидетели, я могу защищать вас от ареста. По меньшей мере, пока не услышу от Такаюки объяснений. Но если сказанное вами ранее окажется клеветой, вас ждет не только арест, но и обвинение в еще одном преступлении. Понятно. Ладно. Кстати, у меня Орле C1 Сигна. Ничего себе, ты задонатила? Или накопила? Поехали. Ой, данж. Штаб-квартира. Поехали. Накопила, ты молодец. Простите, госпожа Кюджи-сара, нам приказали никого не впускать. Ты как пес руку на меня поднимаешь, собака? Я же командующий, с дороги, мне нужно поговорить с ними. Дважды повторять не буду. Пацаны, сорян, но вы сами виноваты. Ты кто? Я таких, как ты, на завтрак ем, как сказал Пайман. Тихо, 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 тихо. Да где? Вот она. Блин, опоздал. Подожди, а ты еще в стан не уходишь? Ты типа модный? Ну все. Привет. Стой! Сара, ты совсем спятила? Как ты посмела ослушаться моего приказа? Господин. Спрашивай, не дай ему запугать себя. Господин Такаюки, я видела отчет комиссии и письмо для Фатуи. Пожалуйста, скажите, почему? Так это ты выкрала документы и письмо. Означает ли это, что эти бумаги настоящие? Вы писали их собственной рукой? Прошу, господин, я должна знать, правда ли, что комиссия Тенрё предала Сёгунат? Да, я веду дела с Фатуи. И отчет, который ты видела, написан моей рукой. Даже отпираться не стал. Дипломаты Снежной предложили щедрую награду, а взамен попросили лишь сохранить охоту на глаз бога в силе. У клана Кюджи всегда было много завистников. Множество клана свергло бы нас при первой же возможности. И когда появилась возможность в одночасье заручиться поддержкой сильного государства и сокрушить врагов, мне показалось, что это отличная сделка. Я просто не счел нужным сказать тебе, Сара. Но вы же всегда почитали Сёгуна. Как вы можете так спокойно говорить о предательстве?
Предательстве? Разве это считается предательством? Фатуи думают, что используют меня, но на деле все наоборот. Что они могут сделать? Когда в Инадзуме грянет гром, они упадут на колени, дрожа от страха. В конце концов, могуществу Сёгуна Райден и Муса, но Хитотачи нет равных. Так, но не собирался предавать Сёгуна. Он просто чрезмерно уверен в ее силе. Да, он преклоняется не столько перед Сёгуном Райден, сколько перед ее боевой мощью, особенно Муса но Хитачи. Чуть ли не до не фанатизма. Но как же ваша преданность? С момента удочерения вы учили меня преданности подданных своему господину. Выходит, вы хотели моей преданности лишь для клана Кюджи и боялись, что я однажды предам вас, так? Каков лицемер! Всеми этими добродетелями вы просто хотели скрыть свой отвратительный эгоизм. Эгоизм? Я стою на страже вечности клана Кюджи. Уверен, Сёгун поняла бы меня, как и бывший глава клана. Паймон не хотелось бы этого говорить, но он зазнался. Клану Кюджи не справится с Фатуи. Нет смысла продолжать с ним спорить. Я всегда спрашивала себя, правильно ли оставлять указ об охоте в силе, даже если он перечит всему, что я знаю о справедливости. Но я решила подчиняться Сёгуну. Сёгун ведет нас по пути, и пока мы не дошли до цели, никто не может утверждать, что правильно, а что нет. Но теперь я понимаю, что пути вечности нет конца, и путь этот был осквернен грязью вашего эгоизма. Поэтому я расскажу Сёгуну всю правду, по крайней мере, моя совесть будет чиста. Упрямство. Напрасное упрямство. Иди и должи Сёгуну, что хочешь. Статус клана Кюджи непоколебим. И ничего этого не изменит. Сёгуну сейчас в резиденции Тенсюкаку принимает дипломата из Снежной, предвестницу по имени Синьора. Синьора? Так совсем стоит Синьора? Тьфу, опять она! Еще и на острове Рита Тисата что-то говорила о встрече комиссии Кёджи с одной напыщенной дамы. Как же мы не догадались? Дипломат Снежный. Что же, если она и покинет Инадзуму, то только по частям. Сара убежала. Думаешь, она просто так возьмет и войдет в резиденцию Тенсюкаку? Не имеет значения, у нас с сеньорой свои счеты. Вот именно! Тогда вперед! Окей. У тебя горло не болит так много читать? У меня болит. Я уже устал, если честно. Уже время стрима вышло. Скажите, сейчас будет какой-то финальный махач? Если будет, то я сейчас сделаю и давайте закончим. Если не будет, если еще долго, то потом. Будет. Окей. Пойдемте. Пойдемте бить лица. О, пацаны. Ты чё? Денек был? Беда. Ну ладно. Все лежат, чилят. Нам не остановить ее. Серьезно? Это она так пришла? Алло, не заканчивается, я здесь для сюжета. Ну, извините, уже. Стримчики идут, Дана. Стримы идут по 2 часа. Стрим идет уже 2 часа 3 минуты, вы мне должны 3 минуты. Как вы будете мне отдавать эти 3 минуты теперь? Спасибо за подарочек. Погнали. Ага. Ой, какой красивый данжик. Райден! И сеньора, серьезно? Кто захочет? Кто хочет, тот и заходит. Никаких приличий.
Спасибо за подарочек. Не знала бы я, что это Тенсюкаку. Можно было и подумать, что это какой-нибудь рынок. Теперь-то ты усвоила урок? Нет. Что она сделала с Кюджисарой? Называйте надзумцев за их проступки. Что? Наказывайте надзумцев за их проступки? Могу только я. У тебя нет такого права, сеньора. Тогда мне очень жаль, Сёгун. Сеньора. Знаю. Все не можешь меня забыть, но не надо постоянно выкрикивать мое имя. Понимаю, ты ненавидишь меня и не удивлена, ведь видя тебя здесь, ты следуешь за мной, словно дурная тень, путешественница. Так, ты исподтишка распространяешь глаза порчи. Хочешь изоблачить меня перед Сёгуном? Я всего лишь дипломат и снежный, и не имею ни малейшего понятия, о чем ты говоришь. Да, мы для нее пустое место. За всех тех, кто лишился глаз Бога. Довольно говорить о людях и о вещах, которые меня не волнуют. Они все были ничтожествами, чьи имена никто не вспомнит. У них хотя бы появилась возможность послужить великой революции на пути к вечности. Разве это не величайшая честь, которая озирает их желание жизни? Поправьте меня, если я не права, всемогущий Сёгун. А еще сердце бога Венти. Спасибо за подарочек. Зачем поминаешь старое? Какая же ты злопамятная. В мире нет ничего чище и возвышеннее идеалов царицы. А все те мелочи, которые ты упомянула, это всего лишь незначительные жертвы, не более. Пора положить всему этому конец. И кто же это сделает? Ты? Ты, знаешь ли, тоже мне ты мне тоже поднадоела. Но я не ожидала, что ты окажешься такой безрассудной. Прежде чем ты скажешь что-нибудь, о чем пожалеешь, не забывай, ты самая разыскиваемая преступница Инадзумы. Так что хорошенько обдумай свое положение. Без приглашения ворваться в резиденту, отчитываешь меня перед Сёгуном. Ты загоняешь себя в ловушку. Надеюсь, ты понимаешь, какая между нами пропасть, как в статусе, так и в силе. Она говорит: я вызываю тебя на дворцовую дуэль. Люмин говорит: приступайте. Ты не прекращаешь удивлять меня. Научилась пользовать законы страны себе на руку. Оказаться с тобой на равных? Что происходит? Так, не спойлерите. С тобой на равных, признаться, такого я не ожидала. Ты ведь знаешь, что проигравший умирает. Ты точно хочешь этого? Путешественница. Тогда я снизойду и разделю с тобой этот танец, пока смерть не разлучит нас. Урок силы и элегантности предвестника по вашему желанию. Ну, давай. Тихо. Мать, а ты точно сильная? У тебя хватает наглости прикасаться ко мне. Сила предвестника стала бременем. Стоп. Как? Я же не могу восстановить тепло, да? У меня есть какое-то блюдо, которое... Температура... вот. Пироурон всех членов. Не, вот это. Ну, не знаю, давай. Может, пригодится. Что было написано в сила предвестника? Ой, надо рушить кристалл, серьезно. Больно как. Так, щит есть, это главное. Не дерись, не надо. Бедный огонь пылает. Что? Я обновляю щит по КД, потому что меня прям тут обижают.
О, бабочки. Тлеющая алая ведьма. Ой, это красивая, мать. Плетка! Не шлепай меня, не вздумай, не дури. Так, я сейчас читать не могу чат. Так, тихо, ты не бей. Ты бей. То холодило, теперь жарит меня. Еще и шлепает. Ну как с этой женщиной жить? Да тихо, бей ее, куда ты воздух бьешь? Я нажал туда кьюшку, серьезно? О. Ну давай, потанцуем, потанцуем. Что такое? Надо ломать? Уф. Не ругайся. Все? Ты как? Но почему? Ты так сильно, она сказала. Я можно уберу чат пока? Потому что мне кажется, это превьюшка. Добей ее, Райден. Не меня! Ее. Да. Я дипломат Снежный. Ты только тронь меня, ты знаешь, что тебя ждет? Клянусь, если ты поднимешь на меня меч, твоя страна. О, она злая. Фатуй, сотворя с твоей драгоценной Энзумой такое. О, какая она. Остановись, я приказываю тебе. Ты и вы тоже. Но как я могла? О, Райден вообще огонь. Ты такая пафосная, Райден, я не могу. Туда ее, ну. Ты враг вечности. Но я признаю честь твоей победы. И поэтому ты можешь покинуть Тень Чукаку живой. Ладно. Отлично. Разве Сёгун Райден не просто так отпустила нас? Что происходит? Это не я иду. Она сама идет. Воздух вокруг стал таким тяжелым. Должно быть, это всемогущество Райден. Я ничего не могу делать. Сеньора мертва. Туда! Так, я чатик выключу. Удар Сёгуна и сеньоры больше нет. Она получила по заслугам, но Паймон все же немного грустно. Что происходит? Что за сюр? О, Панцу. Эти предвестники, зачем они собирают сердца Бога? Что такое путешественник? Голова разболелась? Не унывай, давай убираться отсюда, у Паймон дурное предчувствие. Мусано Хитатачи. Это же ее суперудар, нет? Еще когда Сёгун казнила сеньору, у Мусано Хитатачи сходила невероятная мощь. Это ее меч же, да. Ой, тут жители тоже все отличают. Парировать его невозможно, значит, нам в бою ее не победить. Привет, почему он в экстремах? План я и Мика. Почему донать нельзя? Мне не нужны донаты, потому что я и Мика хотела, чтобы мы с помощью статуи всевидящего божества попали в царство Эфтюмин, помнишь? Эфтюмии.
Но тогда мы будем беззащитны, не так ли? Может, повременим с этим планом? 計画は Чего происходит? 空気中に Воздух потрескивается от электричества. Пайман нечем дышать. うまくできない Жесть. 旅人大丈 Тенра, ты в порядке? Все молчишь? 夫も言わない Да я заиграл буквально 2 раза, сказал. Звуки снаружи так шумно. Спасибо за свой первый подарок мне. Спасибо большое. Не донатьте. Снаружи Тенсюкаку какой-то шум. Завязывается бой или что? のかな Спасибо за подписку. すごく緊張してる У стражников очень беспокойный вид. Узнаем, что стряслось. 見ようぜ Они лежат, они трупы. Спасибо за подписку. Аригато. Спасибо за подписку. Ой. Шаринган. О. Но она сказала, что мы выйдем. Но она не сказала, что она потом нас трогать не будет. いつの日か来帝に会いたい Всегда начнутся смельчаки, готовые бросить вызов. Это его друга. Тот пустой амулет, пустой глаз бога сработал. Вперед, в бой, в атаку! Ой, беда. Пацаны, беда. Что же делать? Они не соперники. О! Здрасте. Очнулась мать? またお会いしましょう Вот мы и встретились вновь. Серьезно, еще один махач? Блин, вы мне 16 минут должны, чат. 一体何が Удовлетворите мое любопытство. Почему вы предстали передо мной вновь? その愚かな Думаешь, твоя безрассудная храбрость защитит этих людей? Или же ты ищешь встречи со мной? 私に Эти фатуи обманули Сёгун Райден. おや Хм? Ты ведь не помешала моей вечной медитации только ради того, чтобы сказать мне это? だとすれば Значит, ты недооцениваешь меня. Мне известно, как проходит охота на глаз メガ Бога. リレーに関することは На глаза も Бога. ちろん知ってい Ты знаешь обо всем, что происходит снаружи? いいえ Нет. Только о 私が知っ том, ているのは что касается 永遠に вечности, メガリレーの発言 включая охоту на глаз 私が Бога, 黙認したこと которую я одобряю. あのファデュイたちの Действия Фатуи пока не угрожают вечности. В противном случае они бы давно уже были уничтожены. さもなければ Но охота на глаза Бога принесла столько вреда. 願いとは求め Личные амбиции несовместимы с 永遠に вечностью. そぐあなたは Возможно, ты не понимаешь, но в погоне за мечтой лишаешься значительно большего. 神の目を摂取 Никто す не ること自体 теряет жизнь, когда у него отнимают глаз Бога. Потеряли жизни те, кто предпочел преследовать свои желания. Разве не так? Тэпэй, путешественница, твое существование видится мне исключительным. Ты полна бесчисленных неопределенностей. Иными словами, от вечности ты дальше иных. Я не ожидаю, что ты поймешь мои поступки. Важно то, что от имени своего народа я иду к вечности. Это твое царство Эфтюмии. Его создало твое сознание, правильно? Правильно. Удивительно, что ты понимаешь это. Довольно. Ты ищешь возможности поколебать мою волю, не так ли? Я здесь не для того, чтобы оспарить твои идеи. Я пришла разбить их. Что же, противник вечности, просвети меня. Давай. Ты желаешь стать врагом вечности, путешественница?
紅に染まって散りなさい。6308ユニット超拡散 Ой, а нас учили, нас 吸 учили. 引テスト開始。安全距離 Ой, не очень хорошо учили, видимо. О, тихо, тихо, тихо. Тихо, щит, 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 щит. 恐るるに足らず剣女盤石そこいや燃えよよはいやはよほれ不安定な要素は取り Тихо, тихо, что-то будет, что-то будет, что-то. У, что? А, о, 遅い Осой. 永遠の土を照らす И как долго это будет? Что мне делать? Вот эти ломать? Ауч. Как вернуть? 体を持って葬り去りまし Отдай. Что, мне так драться? Ну, как будто ей плевать. センス Ай. Прекрати, прекрати. Можно мне щит повешать, пожалуйста, Райден? О, 今さら思い出したのか еще чуть-чуть, и было бы поздно. ミコ Мика, これはあなたの это твоих рук дело. 意識を物体 Не に表 забывай. 現させる技 Кто научил 誰に тебя 教わったか忘れたとは言わ вкладывать свое сознание? もしやなんて Ты ведь не думаешь, что одно лишь твое A желание の意志に может одолеть волю Эй? 何時はここ Ты に здесь, 彼らの願い но их желания 国何時に宿った доверенные тебе. Музычка прикольная. じゃから А потому 目を閉じ закрой глаза. Отметь охоту на глаз Бога. Глаза. Красиво. Ну что, Райден, мать. 難攻不落 Давай, не дури. ここにある Нельзя было ее убить сейчас, серьезно? Райден, ну ты что? Ну зачем ты так делаешь со мной? 裁きはすでに А будет сегодня дамаг? 安全距離確認無双の風キングのような様子 Спасибо. 揺らぐことなし天理長 Спасибо за подписку. Где я? Тихо. Давай договоримся, вот тебе палка. 剣女盤石 Может ты злая, потому что у тебя палки не было? Вот дед тебе может такую дать, смотри какой у него. 超拡散 Обелиск. Отпусти меня, игра. 紅に染まって散りなさい 難攻不落天道万象 Где ты? 次燃えよいやはあ立縁いい Алло, что за щиты? У тебя мало хп, отдай хп. 安全距離確認何時の負けじゃ Ты проиграла, Эй. Да, я проиграла. 私のどうして自らの Почему ты не доверяешь своим людям и силам их устремлений? あれらの願い Устремления это... 距離や空間 Эти... さらには да 時 что ж 間の такое? 向こうへ Вознеслись над пространством и временем, и ничего их уже не уничтожит. Когда все как один ступают вперед. Они способны превзойти ожидания богов. それが何時 Это урок, который ты вынесла из путешествий по Лиюэ. Да. 人間が前 Значит, есть государства, где люди идут вперед, оставляя богов позади. しかして Так зачем нам топтаться на месте ради самоуспокоения? 前に進む Мы こと обе で生 видели, じた損 как, 失 как такие потери может принести движение вперед. Какие потери? え Вечность. Вечность — единственный путь. 雷光がひらめく Когда сверкает молния, она отбрасывает тень. Мое имя означает тень. 無双をもって
Своим клинком я сметаю преграды на пути к совершенству, совершенствованию. Но и все же каждый шаг вперед несет с собой потери. И в конце концов она ушла, став моей утратой. Предания об этом все еще рассказывают под осенью громовых сакур. Но боль всей страны из-за этой утраты по-прежнему не утихает. Нельзя прекращать искание, пусть это даже будет лишь краткий что-то. Когда нет ничего другого, это нереально. Она так говорила когда-то. Но мои глаза видели, как вся страна слепо устремилась вперед, теряя все желания обрести. Быть может, если время останется, свет молнии никогда не угаснет. Здесь и сейчас хрупкая иллюзия. Только вечность приблизит нас к небесному порядку. Я больше не тень. Мне даровано высшее воплощение. Мне по праву принадлежит власть над миром. В этой форме я подарю подданным исполнение их мечт. О неземной вечности, неизменной вечности. Небесный порядок, для меня это пустые слова. Словом, спасибо за подписку. Словом, ты просто хочешь веки вечные защищать свою любимую Надзуму, да? Это слишком общие слова. Но заслуживает ли это царство вечного существования? Без устремлений, без перемен оно будет просто существовать, как пустая оболочка. Будет ли уничтожение такого государства вообще считаться утратой? Спасибо за подписку. Мика, возьми свои слова обратно. Неизменная вечность — это то, что я пообещала народу. Но народу нужны не обещания. Ему нужно твое внимание, присмотр, глаза Бога. Человеческая жизнь едва доходит до сотни лет. Больше утрат они не вынесут. Мне все это знакомо. Именно поэтому я решила внести их по истинному вечному пути вечности. Вечность — слишком жесткая судьба для тебя, Эй. Для меня? Ты не только перестала обращать внимание на мир, но и на саму себя. Столетия, проведенные здесь, наверняка выдались ужасно одинокими. По-другому нельзя. Ты упускаешь многое, оставаясь на одном месте. Не задумывалась ли ты, сколько теряешь, пытаясь с помощью вечной медитации избежать потерь? Ясно, что тебе одиноко, но ради вечности ты растягиваешь одиночество до бесконечности. Скажи, почему некогда мрачное здесь небо сейчас вдруг засияло? Это же царство Эфтюмии, твой внутренний мир. Это может только означать, что ты рада видеть меня вновь. Одиночество давно стало для тебя невыносимым, ведь так? Мне нечего сказать. У меня вот много чего тебе рассказать. Давай я веду тебя в курс последних нескольких столетий. Сколько это займет? Я посланница Кицуны, и память у меня отменная. Я помню все, что случилось за последние столетия, в мельчайших подробностях. Понадобится сотня-другая лет, чтобы все изложить. Мика, я думаю, мы уже никогда не встретимся. Мика, я думала, мы уже никогда не встретимся. Ой, у нее голос поменялся аж. Встреча с тобой, изменение в вечности и приятный сюрприз. Раз уж ты это признаешь, значит, мы с тобой остаемся друзьями. Детский лепет какой-то. В любом случае, своим планом вы несете мне поражение. Вы нанесете мне поражение. Я прислушаюсь к вам и отменю охоту на глаза Бога. Что же до вечности? И следует ли этому государству двигаться вперед? Мне еще нужно подумать. Ой, простите.
Да ну, это ты с самого начала ведешь себя как ребенок. Затем Сёгун Райден отменила приказ об охоте на глаза бога. Стремления людей наконец смогли найти ключ к ее запертому сердцу. За пределами царства Эфтюми она поняла, как люди видят вечность. Когда желание человека сияет яркими чего-то, боги могут обратить на него свой взор. Классные синематики. Так, можно я выключу чат? Некоторые желания могут излечить раны, принести победу, пробудить надежду. Некоторые желания, даже после смерти и вознесения того, в чем сердца они пробудились, становятся все-таки такие же сильные, остаются. Истинные и горячие, и горячие. На целую вечность. Ну классно, чё? Очень классно. Вот это прям супер было. И синематики классно. Что же все-таки делает в царстве Эфтюми и Сёгуна? Паймон поверить не может, что охота на глаза бога прекращена. Это все заслуга Яймика. А, понятно. Паймон страшно переживала. Стало быть, Мика ищет нас для того, чтобы наградить? Хе-хе, давай разыщем ее. Так, все. Мы это сделаем на следующем стриме. Этот стрим заканчивается. Чат, вы мне уже задолжали 31 минуту. Как вы будете с этим расплачиваться, я понятия не имею. Все засранцы. Спасибо большое за подарочек. Что ж, на этом стримчик заканчивается. Очень классно. Мне понравилось. Прям было все красиво. Красивые синематики. Прям уф. Поэтому теперь нас ожидает пару месяцев побочек, чат. Фокса говорит абсолютно правильно. Будут миллион побочек из Инадзумы. Да, спасибо за подписку. Теперь нужно проходить квест по очищению сакры, потом... Да, я буду все побочки проходить, поэтому... И опять же, если они будут интересные. Все. Всем большое спасибо за ваши лайки, подписки и подарки. И самое главное, спасибо, что провели это время со мной. Было очень интересно и красиво, но на этом все. Мы и так стримчик продлили на полчаса больше, поэтому вот, я пойду отдыхать, мне нужно еще чуть поработать. Завтра утром тоже на работу, поэтому вам тоже всего хорошего. Всем пока-пока. И как всегда на прощание, нарара. Все, чатик. Да, вам спасибо, что были со мной. Давайте, пока-пока. Бум-бум-бум. Сайонара. Так, ютубчик и твич отдельные. Пока-пока.